Ага. А потом включить, да? Алан, у меня что-то всегда
На этом, на колышке. Но ты тогда, зачем ты одел рубашку, длинную рубашку, когда тебе... Тут меня видите, здрасте, 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 здрасте. Светлана Владимировна, меня видно, слышно? Я вас не слышу, я вас не слышу. Включите. Доброе утро, коллеги. Good morning, dear all. Good morning, Philip. Good morning, Svetlana. Good morning, everybody. Morning. Nice to meet you. It's great. Okay, I think that we'll start at 10 a.m. Exactly, yeah? Yes. So we have 6 minutes before we start the conference, so that's why so people are just joining our conference at YouTube channel. So we have chat there, and so I hope that there will be a lot of people. Actually, there should be. Mm-hmm. I hope. Okay, we'll begin. We have 5 minutes, 5 minutes more. So. Здравствуйте.
Ну что, еще раз добрый день, дорогие коллеги. Ну что, у нас всего 5 пока. Only 5 of us. Так, у вас... Morning, Ben. Morning. Good morning. Галина Георгиевна, все собрались, все здесь. Все хорошо. Все здесь, да? Ну тогда, может быть, начнем, потому что время сжато. Да? Тогда что, я начинаю? Да? Конечно, конечно. Сейчас я отрегулирую немножко. Я себя сама не вижу. Здравствуйте. Хорошо, если можно, я начну. Ну, говорю по-русски, да? Конечно. Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие наши гости и участники, и докладчики, и студенты, разрешите мне поздравить вас с открытием нашей 10-й юбилейной международной конференции «Учебник, ученик, учитель» в контексте глобализации. И поскольку время у нас очень сжатое, и регламент, к сожалению, строгий, 15 минут для докладчиков, то я не буду терять времени, наверное, сразу начну с доклада, и дальше мы уже пойдем по нашей программе. Но ведь жалко, конечно, так проводить юбилей, но главное ведь форма, а не содержание. Содержание, вы, конечно, смотрели программы, вы видели, как плотно, как разнообразно, как интересно составлена программа и в научном плане, и в плане практическом. Я думаю, вам предстоят интересные вот эти 2 дня. Ну, что касается, мой доклад посвящен буму цифрового инструментария в обществе и образовании. Разум или чувство? Sense or sensibility? Конечно, это отсылка к Джейн Остин, вы понимаете, но она здесь несколько в другом смысле употребляется. Ну, не сомневаюсь и согласна с тем, что основной вектор, основная логика развития образования и общества сегодня – это, конечно, цифровизация, с этим не поспоришь. Некоторые данные. По данным Google, Россия сейчас входит в топ-3 стран с самой низкой стоимостью интернета. Делит 3-4 место в мире по посещаемости сайтов госуслуг. Любое производство, образование, технологии – все становится объектом IT, и поэтому именно IT-знания, естественно, должны быть общедоступными, как азбука и арифметика, но мы знаем, что наши дети, наши внуки даже раньше, чем с азбукой и арифметикой, знакомятся с гаджетами. И это хорошо. Цифровые инновации, несомненно, оказывают значительное влияние на образование, на социум, расширяют доступ к материалам, обеспечивают широкие возможности, открывают целый ряд новых исследовательских методов. И одним из стремительно развивающихся направлений, вы знаете, это цифровая гуманитаристика. Все это не оспоришь, это все хорошо. Ну, наша школа входит в одну из 7 школ, что для нас большая честь, одну из 7 школ Московского университета по сохранению историко-культурного наследия. И именно преобразование историко-культурного наследия в цифровые форматы сделало возможным радикальные изменения нашего отношения к знаниям, культурному материалу, технологиям и в целом к обществу. То есть, ну, к сожалению, мы приобрели большой опыт за эти 2 года пандемии в области онлайн, дистанционного образования. Это горькие уроки, но они, конечно, дали нам большой опыт и четко обозначили проблемы, которые возникают на разных уровнях обучения в связи с цифровыми инновациями и способами их интеграции в образовательную среду. Конечно, так же, как развитие цифровых ресурсов необходимо и несет благотворно сказывается на повышении качества и возможностей обучения наших студентов. Но нельзя не заметить, что наши юные представители новых поколений, Y, Z, iGenier особенно, стойко придерживаются идеи о том, что развитие цифровых технологий вообще может очень легко дать каждому все необходимое в жизни. Искусственный интеллект, пусть он нам создаст справедливое общество, эффективное государство, победит коррупцию, возродит сельское хозяйство. То есть это такая волшебная палочка для решения всех наших вечных проблем. Ну, моя задача на фоне всего очень хорошего, что было сказано, что на самом деле есть, посмотреть на проблему несколько с другой стороны, поскольку, ну, мы знаем, кто предупрежден, тот вооружен. Вот смотрите, опять данные СМИ. Цифра, я буду говорить цифры для краткости. Цифры становятся проблемой, поводом для нарушения базовых прав людей. Право на приватность, на защиту своей идентичности, право не заходить в цифровую сферу, если человек не хочет или не может. У нас сегодня из-за цифр, вот подумайте, поражены в гражданских правах более 40 миллионов
из 147 миллионов граждан. То есть каждый третий человек испытывает дискомфорт и поражение в правах из-за цифр. Ситуация цифрового бесправия создает разрыв между теми, кто смог быстро перепрыгнуть в новый цифровой мир, и теми, кто не смог, не успел, может быть. Между тем, конечно, цифра – это преимущество, но не карающий меч. Невиданное ускорение цифровизации без достаточной правовой и цифровой гигиены – это детонатор роста нарушений. Цифры – это все-таки услуга, которую каждый потребитель может принять или не принять, это его право. Но интернет-услуги не должны навязываться. Цифры – это только один из инструментов, удобный, быстрый, доступный, но не безальтернативный. Наряду с ним должны сохраняться и внедряться другие виды услуг до тех пор, пока они остаются востребованными. Как только они перестанут быть востребованы, естественно, они отойдут сами по себе. Если пожилые люди, больные, могут записаться к врачу только через сложную систему электронных госуслуг, что для них, естественно, трудно, то это автоматически выводит их за грань общества, за грань полноправных граждан, лишает права выбора, делает маргиналами. У людей появились новые страхи, и мы видим это. Многие боятся сбоев в технологии распознавания лиц камерами наблюдения, самовольного ведения частными компаниями социальных рейтингов, агрессии в интернете, отказа от очного образования в пользу дистанционного, утечки персональных данных, особенно медицинских, особенно биометрических. Ну, мы все, я не знаю, я во всяком случае часто приходится вот подвергаться везде, даже в банке. Вот ваши биометрические данные, включаешь интернет, берешь телефон, ваши биометрические данные. Почему мы не должны этого делать? Отпечатки пальцев, конечно, это устаревший метод, но тем не менее этот устаревший метод хорошо работает, еще никогда не подводил. А система распознавания лиц ошибается, мы тоже это видим, когда люди арестовываются лицом в грязь, и чуть ли не арестовывают со всеми последствиями, а потом оказывается, что там система распознавания лиц на сколько-то процентов ошиблась в чертах лица и так далее. То есть неспроста страны ЕС и США, которые первые внедрили биометрию в систему распознавания лиц, первыми сказали стоп и прекратили это. Люди завалили исками суды еще во время внедрения системы фотофиксации на дорогах, так как подглядывание, в кавычках, лишало человека частной жизни, приводило к серии разводов, скандалов, крушению карьер. Ну и новые риски, отказ от бумажного документооборота, с чем мы сталкиваемся в нашей повседневности в пользу электронного. Мы очень радовались, когда это наступило, но теперь мы видим, что нам работы прибавилось вдвое. То есть если проводить опережающими темпами цифровизацию без правовой основы, то это может привести к утере и подделке электронных документов, а там недалеко до цифровой дискриминации. И уже меркнут антиутопия Оруэлла по сравнению с тем, что, вот, чего мы боимся. У цифровых сервисов крупная уязвимость в плане безопасности, мы тоже это знаем. Столько всяких мошенников, которые обманывают людей. То есть это не позволяет нам полностью довериться цифре. Ситуация с соблюдением прав безопасности персональных данных не улучшается. Более того, распространяется практика использования этих данных в целях, которые изначально не были предусмотрены. Например, сейчас есть попытки сгрузить все фотографии пользователей сайтов в систему распознавания лиц. И поскольку бизнес у нас отличается низкой социальной ответственностью при введении высоких технологий, на наших глазах за счет вот этого отсутствия цифровой гигиены, правовых пустот, идет захват рынков частными IT-корпорациями, формируются частные трансграничные цифровые государства, сетевое население которых больше, чем у ряда крупных стран. Доминирование таких IT создает большие риски. За ними не успевает правовое регулирование, потому что цифровая сфера развивается невиданно быстрыми темпами, за которыми не успевает, конечно, правовая система. Ну, пытаются сейчас создать цифровой кодекс прав человека, пытаются изменить ситуацию, вводя правила цифровой гигиены и постулируя, что любые цифровые инновации должны быть направлены только во благо населения, только во благо граждан. Но, к сожалению, по-прежнему пока еще цифровой прогресс несет с собой существенные риски, и тем больше, чем больше мы внедряем в жизнь различные кибертехнологии. Так известный профессор Манфред Талер, Германия,
который всегда был ну, просто ярым поклонником, ну, как мы и все, конечно, цифровизации, он сейчас предостерегает от опасности в развитии цифровых гуманитарных наук, таких явлений, как акцент на инфраструктуру исследований в ущерб аналитическим, ментальным методам, инструментам, сужение цифровых возможностей для применения информационных технологий в отдельных областях гуманитарных наук. А главное, это угроза, исходящая от надвигающейся, я цитирую Таллера, исходящая от надвигающейся мобильной революции, которая может привести к повторению разрушительного процесса, происходящего в ходе ПК и интернет-революции. И это, конечно, самая большая опасность. Исследования по онлайн-коммуникации выявляют серьезную озабоченность резким снижением уровня цивилизованности и культуры речевого общения в киберпространстве, особенно в комментариях и постах блогеров, хейтеров, там, абьюзеров на онлайн-платформах. По выражению Барнса, хотя интернет и принес нам новые средства общения, зачастую именно они становятся темными сторонами коммуникации, такими как бескультурье, оскорбление, харассмент и прочее. Мы все знаем, и наши студенты пользуются и цитируем Маршала Маклюина, который еще в конце 20 века предсказал неизбежное завершение эпохи Гутенберга, как он это называет, то есть печатного станка, бумажной литературы, бумажных документов и смены ее культуры коммуникации и визуализации. Визуальная коммуникация настолько сбылась, настолько сбылись его предсказания в такой гипертрофированной форме, что сейчас визуальными средствами коммуникации мы пользуемся в обучении гораздо больше, чем вербальными, ментальными, презентации, картинки вместо книг, постоянное использование, излишнее использование визуального ряда на лекциях и семинарах. Конечно, это все хорошо, это удобно, это доходчиво, но это же человек перестает думать, он сидит и рассматривает картинки, не включая мозг. А когда оружие не работает, оно ржавеет. То же самое происходит и с нашим мозгом. Станислав Лем, ну вы знаете, прекрасный писатель, футуролог, он говорил, усиленная, зрелищная безязыковость коммуникации представляет своего рода отступление от действий центральной нервной системы, в результате чего человек добровольно отдает свой великий труд мышления машинам, искусственному интеллекту, сам же при этом смотрит картинки. Это тем более важно, что, как показывают научные исследования, и, по-моему, это просто шок, мозг современного высокообразованного человека, даже ученого, неуклонно уменьшается. И сегодня он меньше, чем у нашего доисторического предка, который бегал с дубиной за мамонтом. Психолог университета Ольстера Ричард Лин сравнил данные тестов на МК американцев, европейцев, австралийцев с 1950 года по годам и до 2014 и определил усредненные значения. IQ упал почти на 3 пункта по сравнению с 1950 годом, а через 10 лет, если будет идти такими темпами, опустится ниже 84. То есть все человечество станет умственно, ну, скажем, посредственным. Норвежские ученые, изучившие результаты 730 тысяч IQ-тестов за период с 70 по 2009 год, обнаружили, что интеллект испытуемых снижался со скоростью 7 баллов за поколение. Американские ученые, университет Бостона, университет Ohio, университет Оклахома, Дартмут колледж выдвинули оригинальную гипотезу, что все дело в коллективном разуме, который стал интенсивно развиваться с появлением сначала крупных сообществ, городов, государств, цивилизаций, затем интернета. В новой социальной среде уже не надо самому решать проблему, думать, что с ней делать, находить какие-то выходы, определять какие-то перспективы, как последствия этой проблемы. Но ведь можно просто одним кликом нажать на кнопку и воспользоваться общим опытом, коллективным разумом, общими знаниями. Это удобно, это здорово, это сокращает наши затраты, нашу энергию, но, с другой стороны, и, честно говоря, оглупляет. Сейчас вокруг глобализации. Интернет, он такой доступный, он такой неиссякаемый источник коллективного разума, но это же имеет и совершенно обратную сторону. Сошлюсь на последнее, ну, ближе к нам, к нашему преподаванию, ну, вот область перевода. Мы знаем, что для искусственного интеллекта одна из самых главных и трудных задач – это задача распознавания речи и задача перевода с одного языка на другой. И вот компания Microsoft с гордостью сообщила, что за последние 2-3 года был достигнут значительный прогресс, то есть
И эта компания превзошла профессиональных переводчиков с английского языка на китайский, но, правда, при этом делается такая миленькая оговорка, что все-таки это прямой перевод, а не воспроизведение смысла, что для нас, конечно, сразу становится ясно, что какой же адекватный перевод, эквивалентный перевод, он передает прежде всего смысл, а не прямое словарное значение. Ну, конечно, очень много, да, ну, вот 3 минутки осталось. Маленький пример, чтобы не было так сухо и декларативно. Вот искусственному, тогда это был не искусственный интеллект, а говорили автоматизированный перевод, и была дана задача перевести самую простую фразу, ну вот, допустим, в здоровом теле здоровый дух. Это идет еще с латыни mens sana in corpore sana на английском, sound spirit in a sound body на русском, в здоровом теле. Вот, пожалуйста, переведите. Что делает киберпереводчик? Он, вот как эта компания переводит так. Sound spirit – это крепкий спирт. Sound body – это такой здоровый кусок мяса. Все логично. К крепкому спирту здоровый кусок мяса. Понимаете, это, конечно, смешно, это иронично, и, может быть, это какой-то казус, но ведь мы знаем, до сих пор автоматические переводчики, вот Google окей, да ничего не окей, такие шедевры выдает этот переводчик, что приходится все переправлять. Никто, нет, кажется, никакой искусственный разум. И искусственный разум тоже управляется человеком. Если он выходит из-под управления человеком, он становится синглтоном. Синглтон – это крайняя степень диктатуры, крайняя степень мирового, такого сконцентрированного мирового правительства. Потом мы не знаем, этот искусственный интеллект, насколько он будет дружественен, если он такой суперинтеллект. Он может быть и недружественный, или дружественный к одной культуре, и недружественный к другой. В любом случае это, конечно, приводит ко многим последствиям. Но заканчивая, хочу сказать, что, конечно, много в этом плане зависит именно от нас, от людей, работающих в области образования. Опять-таки, совершенно не спорю, что цифры – это другой уровень цивилизации. Он уже наступил, и ему надо учиться. Это, несомненно, наша зона ответственности. Но все-таки, несмотря на наступившую моду и захлестнувшие нас великолепные новые чувства, но постараемся все-таки, внемлем голосу разума и признаем необходимость повышать уровень не только цифровой, но и общегуманитарной зрелости у наших студентов. Плотно работать с их менталитетом, расширением знаний, системой ценностей. А мы знаем, что ценности в разных культурах совершенно разные. И наши студенты должны это знать. Мораль – это все то, что никогда не сможет вытеснить или полностью заменить цифры. От угрозы диктатуры цифры человечество могут спасти только общегуманитарные знания. Мораль, творчество и культура, что так хорошо могут делать наши преподаватели. Спасибо. Спасибо. Ну, мы закончили, да? Тогда переходим к следующему докладу по программу. Я предоставляю слово для того, чтобы после всего сказанного, чтобы было видно, насколько благотворна и положительна цифровизация и цифра в преподавании. Я передаю слово доктору педагогических наук, профессору Светлане Владимировне Титовой. Учебник для цифрового поколения как инновационное средство обучения. Светлана Владимировна, прошу вас. Спасибо большое, Галина Георгиевна. Доброе утро, дорогие коллеги. Я хочу вас поздравить прежде всего с нашим первым профессиональным праздником. Спасибо большое всем, кто к нам присоединился на YouTube-канале. Вы можете задавать вопросы докладчикам в чате. Мы будем очень рады, если будет потом дискуссия после вот таких проблемно ориентированных докладов. И все-таки, поскольку у нас присутствуют наши иностранные коллеги, я хочу просто пару слов сказать на английском. It's a pleasure for me to welcome all the participants of our conference from all over the country, and I may say from all over the world, who join us here to exchange their experience, to share their knowledge, to enhance our mental horizon, if I may put it so, and work together for 2 days on this exciting field of teaching foreign languages and intercultural
communication. And today's conference has about 200 plus participants, making this conference a truly national and even international conference in spirit. And I wish you all a very fruitful conference. Thank you very much. And now I would like to turn to my presentation. The thing is that it is devoted to can you see my screen? Will you just tell me, can you see my screen now? Yes. Okay, great. I'm going to switch and I'm going to use my Russian because I'm just, this particular presentation is devoted to the characteristics of our textbook, of the textbook of the future. So Galina Georgievna has already presented the topic of my presentation. So this is the brief just outline of what we're going to talk about. Очень кратенько, о чем мы с вами сегодня поговорим, поскольку времени не так уж много, но я надеюсь, что если кто-то заинтересуется этой темой, я буду отвечать на вопросы, и презентация будет у вас, поскольку это действительно такая широкая тема. Сейчас педагогическое сообщество нашей страны работает над этим вопросом очень активно, особенно, конечно, методисты, которые занимаются общим образованием, в первую очередь. Это насущная проблема в связи с событиями в нашей стране и вообще в мире, когда мы так быстро перешли с вами в онлайн. Вот какие существуют термины и вообще продукты в Российской Федерации? Вот это то, что я нашла, то, на что у нас есть стандарты. Посмотрите, пожалуйста. Конечно, мы не будем говорить о цифровой копии учебника в формате PDF. Это смешно, это просто другой носитель. Вот то, о чем мы с вами сегодня поговорим, это электронная форма учебника. Есть такой термин, он называется ФУ. И второй термин, который существует, на который есть стандарт, есть некие критерии, которые, так сказать, предъявляются к разработчикам этого продукта, это электронное приложение, к ПУ. ПУ – это печатный учебник. Первый вопрос, который возникает у всех, а чем должен отличаться электронный учебник от печатного? Да? Почему вот мы пошли сначала по такому сложному пути? Электронная форма, не электронный учебник, посмотрите, и электронное приложение к печатному учебнику. Потому что мы пока еще находимся, скажем так, в переходном периоде. Я имею в виду наши школы, как высшая, так и общая школа. Все-таки у нас есть печатные учебники, они основные. Сейчас, я думаю, в связи, опять же, с событиями в мире, в нашей стране, будет очень быстро развиваться вот эта область, и все-таки скоро мы с вами познакомимся с новым термином, который ведет Министерство, как оно называется, просвещение теперь, да, и Министерство образования и науки, то есть появится наконец-таки термин электронный учебник. Пока, конечно, я буду говорить про ЭУ, про электронный учебник. Естественно, когда мы разрабатываем в электронном формате учебное пособие или учебник, есть две группы таких критериев, требований, на которые нужно обращать внимание. Это первый педагогический дизайн. И вот здесь вот вы видите все те критерии, которые необходимо учитывать при разработке. Здесь подключены как методисты, так и программисты, люди, собственно, которые помогают технически воплотить вот эту методическую идею. Здесь и форма обучения, и цели разработчиков, и интеграция в учебный класс самостоятельно, или и то, и другое, аудитория, конечно же, то есть кто будет нашим адресатом, школа, вуз, взрослые подростки, потому что от этого зависит
эргономика учебного пособия. А эргономика – это все то, что визуализирует учебный материал. Это шрифт, это иллюстрации, видео, переходы удобные. Вот это все называется эргономическая архитектоника электронного издания. Ну, естественно, технические возможности, то, на что сейчас в первую очередь смотрят и издательства, и родители, и дети, и студенты. То есть это работа онлайн, офлайн или совмещенная работа, мультиплатформенность, это важно, потому что наши студенты, вы прекрасно понимаете, живут с гаджетами под подушкой, как и мы сейчас. Это мультимедийность и возможность кастомизации контента. Вот что такое кастомизация? Конечно, это калька с английского языка, может быть, это не очень хорошая калька, но сейчас этот термин уже прижился в методике, в электронной. Что это значит? Это возможность настроить содержание обучения вот данного учебного пособия, данного электронного издания в соответствии с уровнем языкового развития ученика. То есть вы понимаете, что бывают какие-то слабые ученики, какие-то сильные ученики. И вот эта вот возможность, скажем так, настроить индивидуальную траекторию обучения, это безумно сложно, но это интересно, и это, конечно, нужно делать обязательно. И этим, собственно, и отличается электронный учебник от печатного аналога. Он более гибкий, он более эффективный, он действительно помогает воплощать в жизнь все те требования, которые, так сказать, предъявляются сейчас как и высшей, так и средней школе к преподавателям, к учителям. То есть это метапредметность, это взаимооценивание, это организация групповой работы, это создание, скажем так, индивидуальной траектории развития образования, обучения. То есть это все очень важно. Конечно же, и максимальная визуализация дидактических материалов, потому что вторая составляющая, ну, я даже использую слово «вторая», но на самом деле это первая, это то, что мы хотим создать, да, то есть это содержание обучения, то есть как оно будет воплощаться, как мы будем подавать этот учебный материал, максимальная визуализация, есть такие термины на английском уже языке, как instructional visuals, instructional и storyboard of the e-textbook or online course. Это автоматический контроль, самооценивание, взаимооценивание, рефлексия. Это использование большого количества групповых заданий. Почему? Ну, прежде всего, потому что разработка, вот эта методическая идея любого учебного пособия, оно должно базироваться на двух ключевых педагогических теориях. Это конструктивизм и коннективизм. Почему? Видно, если посмотреть на этот слайд, потому что, конечно же, все вот эти педагогические теории, они способствуют интеракции, взаимодействию, решению коммуникативной задачи, они деятельностно направленные, они проектные, они мотивирующие. То есть это все то, что сейчас должен делать преподаватель. Что мы имеем сейчас? Это скриншоты с так называемой электронной формы печатного учебника. И вот вы видите, что, ну, что здесь есть. Здесь есть текст, здесь есть иллюстрации, карты. Они не кликабельные, то есть на них нельзя кликнуть и перейти куда-либо. Единственная вот ссылка, какая есть здесь, вот если вы посмотрите на вот эту вот стрелочку, это аудиофайлы. То есть чем поддерживается этот учебник, это аудиофайлами. Выполнить задание здесь ученик не может. Предполагается, что задание выполняется в какой-то рабочей тетради, видимо. Ну, что можно сказать? В общем, эта форма недалеко ушла от печатного аналога. При этом это не дополнительный, так сказать, материал к
учебному пособию. Поэтому, если мы с вами попытаемся, так сказать, конкретизировать и сделать выводы, что есть сейчас. Визуализация на уровне иллюстрации фото, работа офлайн, но не все задания, и онлайн, мультимедиа, в основном только аудиофайлы. Это то, что вот я проанализировала, около 5-6 сейчас электронных версий печатных учебников. Обратная связь и контроль в основном автоматические. Групповые задания есть, проекты, но без использования внешних ссылок. Ну, это, видимо, требование министерства. Что должно быть? Я уже про это говорила, и о чем я сегодня, так сказать, очень кратенько покажу вам и расскажу. Это, наверное, все-таки визуализация учебного материала, потому что мы говорим визуализация, но все обычно заканчивается просто иллюстрациями или фотографиями. Но на самом деле, конечно же, это должны быть учебные материалы инновационного характера, то есть инфографика, 3D-изображение. И если мы пойдем дальше, вот, пожалуйста, что входит в то, что мы обычно называем визуальной поддержкой учебного материала. Скринкасты руководства, интерактивные, на которые можно кликнуть и пойти по ссылке, просмотреть, сделать, выполнить это задание, учебное видео с интегрированными видеотекстами, мультимедийные презентации, ментальные карты, которые сейчас очень популярны. И вы знаете, что и ментальные карты, и таблицы сейчас уже вошли как, значит, опора в стандартизированный наш экзамен ЕГЭ. Это пример, опять же, если кто-то захочет, я поделюсь этой презентацией. Если кликнуть, то можно попасть на e-book на Canva, который представляет из себя задание по развитию умений критического мышления. И геймификация, как я уже сказала, геймификация очень важна. Почему? Ну, вот они причины. Поскольку геймификация – это мотивация, это стимуляция, самообучение, это взаимообучение, это визуализация, это обеспечение обратной связи, это, конечно же, интерактивные методы и приемы, потому что здесь могут быть игры, дискуссии, мозговые штурмы, квесты, проекты, симуляции, дебаты, круглые столы, ролевые игры, очень много всего. Но, естественно, инновационные средства и стратегии достижения, поскольку вы знаете, что без мотивации не бывает обучения, и, естественно, это эффекты онлайн-присутствия, это обратная связь, это различные мотивационные моменты, такие как бонусы, баллы, звезды, которые очень любят и студенты, и взрослые, и дети. То есть это, скажем так, сладкая морковка, которая очень важна в процессе обучения. И как показывает наша практика, поскольку я работаю очень много на различных курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, даже для взрослых, и даже, я бы сказала, в основном для взрослых, это работает очень хорошо. Карл Капп, который является, собственно, вот автором термина геймификация, в 2012 году опубликовал вот эту вот интересную монографию. Она, кстати, уже переведена на русский язык. И по Карлу Каппу есть 4 составляющие геймификации. Это динамика, механика, эстетика, взаимодействия. И, собственно, если, коллеги, мы с вами задумаемся, вот посмотрите на вот этот слайд, фактически это то, что должно быть у нас в электронном учебнике. Динамика, конечно, должно быть интересно, должен быть многоуровневый переход, должна быть модульность, должна быть возможность индивидуального построения траектории обучения, механика, это мотивация, бонусы и так далее, эстетика, визуализация максимальная, причем, еще раз повторяю, не такая визуализация, как, так сказать, вот на уровне того учебного пособия, которое я показала. И, естественно, взаимодействие. Вот, пожалуйста, вот замечательный рецепт, как создать новое
учебное пособие в электронном формате, то есть новый инновационный цифровой продукт. Если внедряем в электронный учебник или в любой другой цифровой продукт геймификацию, то обычно, когда мы говорим об обучении иностранным языкам, есть такие 4 хрестоматийные этапа. Собственно, вот то, что сейчас пытаемся пока сделать, да, в электронном учебнике, мы сидим на первом этапе. То есть для мотивации и рефлексии онлайн какие-то голосования, и то не во всех учебниках. И, естественно, тесты для формирования и развития навыков. К сожалению, вот 3-й и 4-й этап, он еще не охвачен, то есть он не введен. Вот, и, ну, я понимаю, что сделать это и технически может быть сложно на тех платформах, которые предлагаются разработчикам учебных пособий для средней школы. Какие форматы заданий можно создать, действительно инновационные, которые будут основаны не на текстовой подаче информации, а на внешних ссылках, на аутентичных материалах, на словарях, на видео. Вот, пожалуйста, вот они все, квесты, симуляторы, геолокационные игры. Кстати, вот завтра будет у нас очень интересная презентация от Дальневосточного федерального, потому что они первые разработали приложение виртуальной реальности Варвара для отработки языковых навыков, лексика, грамматика, фонетика. Поэтому мы вас приглашаем. Это вторая половина дня 20-го. Тоже пример, квест. Как он должен выглядеть? В общем, это наша попытка, скажем так, реконструкции того, что должно быть. Какие еще технологии можно использовать уже сейчас? Ну, как я уже сказала, приложение дополненной реальности, чат-боты хороши, совершенно великолепные чат-боты, которые помогают нам, преподавателям иностранных языков, отработать очень хорошо, эффективно языковые навыки. Лексика, грамматика, фонетика. Это автоматизм. Что такое чат-бот? Это как раз-таки развитие автоматических языковых навыков. Ну и, естественно, как я уже сказала, различные 3D-приложения. Это приложение виртуальной реальности, augmented reality and virtual reality, виртуальной реальности. Вот это так называемые дидактические, педагогические свойства технологий дополненной реальности, то есть наложение виртуальной реальности на нашу реальность, да, который позволяет действительно очень много модифицировать в учебном процессе. Причем сейчас эти приложения же используются даже для маленьких детишек. Если вы покупаете какую-то книгу, обращайте внимание, иногда нужно загрузить какое-то приложение, наложив, так сказать, вот это свое мобильное устройство, у вас появляются там какие-то герои, которые начинают рассказывать сказки, которые задают вопросы маленькому человечку, и он с удовольствием отвечает. Это мотивация, понимаете, мотивация. С детьми, например, нельзя работать, так сказать, традиционно, это только игра, только через подход, который называется Total Physical Response. И, конечно, это потрясающая визуализация, это 3D-графика, это эффект присутствия, это интерактивность, это реализация принципов обучения, сотрудничестве. Есть уже много таких приложений. Да, то же самое Google Lens, то есть посмотрите, насколько хорошо и насколько действительно дает какие педагогические возможности для того, чтобы использовать в учебном процессе для нас, для преподавателей иностранных языков. Те же самые Google Maps и различные обучающие приложения, которые уже созданы, можно интегрировать. И преподаватели, учителя школ могут это делать, используя White Interactive Boards, различные проекты, интересные, социокультурные, действительно потрясающие.
Это визуальные книги, про которые я говорила, 3D-книги. Это можно уже реализовывать непосредственно в электронных изданиях учебных пособий, так называемые pop-up books. Есть уже такая технология, это, кстати, видео, если мы кликнем сюда, то перейдем на видео, но времени нет, показывать не могу, поэтому еще раз повторяю, пришлю презентацию, если кто интересуется, это текстовые pop-up books, для перевода хороши, да, отлично, конечно, для обучения иностранным языкам хороши, да, конечно. Это новая технология, но она уже реальная, ее можно использовать. Только что Галина Георгиевна сказала, что у нас самый дешевый интернет, что количество мобильных устройств на душу населения в нашей стране, вот если бы я вам показала карту, то вы бы удивились, мы впереди планеты всей. То есть у нас в среднем на взрослое население где-то по 2,5 мобильных устройства, представляете? Это создание виртуальной реальности голосом на английском языке. Если ты хорошо говоришь на английском, ты построишь некую виртуальную реальность. Конечно, сейчас пока это все примитивно, на уровне названий животных, построения домика, но почему не использовать это на уровне А1, А2? Это совершенно великолепная технология. Почему не дать малышам, например, младшая школа, работать дома, вот сейчас там кто-то на карантине сидит, вот вам, пожалуйста, это мотивация, потому что, конечно же, они открывают традиционный учебник, и все, у них сразу, так сказать, все пропадает. Что я хочу сказать, подытоживая? Конечно, термин, который я представила, его принципы разработки устарели. К сожалению, в Российской Федерации, надеюсь, вот сейчас в связи с событиями что-то будет меняться. Цифровые обучающие ресурсы не должны быть аналогами печатных. Это должно быть инновационное средство обучения, которое будет создано совершенно на других инновационных методических и технических решениях. Для вуза сейчас актуален что? Электронное учебное пособие для лекционных курсов. Обязательно каждый лектор должен уметь создавать это. Конечно, когда мы говорим о практике обучения, то здесь практические курсы, онлайн-курсы. Мониторинг качества электронного учебника обязателен. И это вот такое научное направление сейчас, методики. Мы должны этим заниматься. Вот эти некие возможные критерии оценивания качества электронного учебного пособия, про которые я говорила. То есть это вот как бы суммирует все то, про что я говорила. Дорогие коллеги, я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Еще раз повторяю, но я буду работать и на секции, и я вас приглашаю на круглый стол, который у нас состоится 20 числа, и мы, собственно, будем с вами обсуждать вот как раз-таки эту проблему. Спасибо большое за внимание. Спасибо, большое спасибо, Светлана Владимировна. Я прошу прощения, я должна ненадолго отлучиться. Я прошу вас, ведите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Хорошо. Okay, dear colleagues, and now I'm going to give the floor. Ben, can you share your screen? Make sure that you can just share your screen. To Ben Goldstein, teacher trainer, material writer, international conference speaker, has taught English for over 25 years in the United Kingdom, Spain, Hong Kong. He currently teaches on the New Schools Online Multi-Sol program, New York. He has co-authored the secondary course book series Eyes Open and the adult series English Unlimited and Evolve. By the way, my favorite textbook. Oh, thank you. As well as the teacher's methodology handbooks. Yeah, I'm going to give you the possibility. Yeah, I did it. Okay. And his main interests lie in the intercultural and identity issues, visual literacy, and English as an international language. So can you share your screen? Great, yeah. Ben, you did it. Okay, thank you very much, Svetlana, for that lovely introduction. And good morning, everybody who's watching this on YouTube and on the Zoom
platform. My name is Ben. As Svetlana said, I'm speaking to you from Barcelona in Spain. And well, I only have 25 minutes, so I'll go quite fast. I'm going to be talking to, as Svetlana said, one of the things that I do is write materials, English language teaching materials. And one of the things that has changed radically in recent years has been the way that cultural material is treated. And so I'm going to look at, that's why the talk is called Uncovering Culture. We'll be looking at the changes, excuse me, that have come about because of changes, for example, in PISA, the Programme for International Student Assessment, the Common European Framework, taking a more pluricultural and plurilingual approach to the treatment of culture. So I'll show you what we're looking at today. Rethinking cultural content, first of all, a reference to PISA and the Common European Framework there. Then this, I don't know whether I coined this phrase myself, culture with a small c, as opposed to culture with a capital C. But we'll be talking about that, what that is, at least briefly. Then the global perspective, the global local, what that means, the implications for us. Then we'll be looking at some classroom tasks, just a couple, because as I said, we don't have much time. And then a couple of tasks as well from the course book Evolve for Adults, which I co-authored, and another secondary course book published by Cambridge called Own It. So first of all, let's look at the first bullet point, rethinking cultural content. I think probably some of you will remember that previously cultural content in ELT materials was largely material that was very objective, often like a Wikipedia style material with little opportunity for the students to personalize or to empathize with the material. It was often based on target culture as well, so often just Anglo-American culture. And as I said, the material was often quite bland and, as I said, objective. That has changed radically over the since I started writing materials, but it's changed even more in the last few years, partly to do with the initiatives of PISA and the Common European Framework. The concept of global competence, which you can see here, which comes from the PISA's document from 2018, I think is quite interesting because in a sense, what global competence means, and this is aimed directly at teen learners, but I think it is applicable to all learners, is not so different, you may argue, from what was being spoken about with regards to intercultural awareness, in the sense that it focuses on skills, knowledge, and attitudes. And you can look at the book, you can look here in the diagram. But I think what's different here is the focus on values. That is something that was not referred to before. And I think that's an important difference when we're looking at global competence and comparing that with what was considered before intercultural competence, global competence as understood by PISA, the OECD. And similarly, also in 2018, I don't know if you're familiar with the relatively new companion volume of the Common European Framework. This is also, it's interesting that it comes from the same year, just 3 years ago. Also heightened the importance of plurilingualism and pluriculturalism. And look at this quotation from page 22, when they consulted different policymakers and different teachers, different people involved in language education. It was found that these competencies, the development of competencies for democratic culture, such as valuing cultural diversity, openness to cultural otherness, and other beliefs, worldviews, and practices was something that really were interested the people in the field. And I know that Philip Kerr, after me, will be talking a lot more on plurilingualism and the focus on that and how this has become much more important in the Common European Framework, because the essence of it is all related, isn't it? That the idea that, you don't have two languages, the languages that you have in your mind are not separated.
in the same way that because of globalization, there are more and more plurilingual people, there are more and more people who are pluricultural in the sense that they travel more, shifting populations and so on. And so this is a recognition of this change in the way the world is and the kinds of values, attitudes, and skills that we need to develop with our language learners. Excuse my voice. It's a very sunny morning here in Barcelona, but a very cold morning. And I think I woke up, it's quite early here, so I think I woke up with a little frog in my throat, excuse me. So as I said, this is the essence, I think, important thing of this focus, this extra focus. You may remember that plurilingualism and pluriculturalism was a central tenet of the Common European Framework anyway, when it was originally published. But they have now, they actually now have descriptors in the same way they have descriptors for language competence. They now have specific descriptors on pluricultural competence. In fact, they have 3 different areas, and one of them is building on a pluricultural repertoire, a typical terminology of the Common European Framework there. But just to give you an example, here is one of the descriptors, can discuss in simple terms the way his or her own culturally determined actions may be perceived differently by people from other cultures. Now, if you think about it, that's a very important descriptor, a very important competence. I wonder, we haven't got the ability to chat. I know a lot of you, most of you are watching on YouTube, but I wonder if you can guess what level that is in the Common European Framework. It seems quite sophisticated, doesn't it? Quite complicated. In actual fact, it's B1 level, which shows, I think, that the Common European Framework are kind of raising the bar here in terms of these competencies. Something like this does not seem that straightforward to me. The perception that your culturally determined actions may be perceived differently is something perhaps a little bit complex. But we can unpack that in more, let's say, more accessible way. What I'm trying to do, my job is to try and create materials that allow learners to do this, or to make this, to perceive this, which is clearly an important thing to do. So, for example, this is just a very simple task, which I think, to a certain extent, does focus on this competence here. Discuss in simple terms the way my culturally determined actions may be perceived differently. Okay, so if you think about that, let's look at these characteristics or forms of behavior, for example, or tastes. These are all different things: sleeping with the window open, respecting the elderly, liking spicy food, waiting for the green man when you cross the road, etc. Now, the idea of this task is, it's a critical thinking task as well. It's just to get the students thinking, is that a global phenomenon? Is that a local phenomenon to my culture? Or is that a personal thing? Is that a personal form of behavior or trait? Of course, there's no easy answer to that question. And the critical thinking tasks do not have answers. The idea is that students just consider these characteristics or forms of behavior, if you like, and begin to think, okay, so, well, if I live in Austria, for example, which I know Philip does, waiting for the green man when you cross the road is very important. This is something, perhaps it's a bit of a stereotype, but it's certainly true compared to here living in Spain, that everybody does seem to wait for the green man when they cross the road. Now, how that is perceived the question is, how is that perceived by our learners? Is that perceived as a cultural trait, as a local trait, or as a global trait? Get them thinking about that and getting them questioning and querying, perhaps kind of decentering their own culture is an important aspect of this focus, if you can see what I mean. I think this task could be done with many different students at many different levels. As I said, the important thing is not to get students getting to the answer. There is no correct answer. It is getting to an answer and getting them to justify that answer. Okay, so let's look at culture with a small c. That's just an introduction to why we need to rethink cultural content, why we need to uncover culture now because of what's going on
in our profession in general. And this is just a very, very simple point, but a very important one. And that's why I gave it a separate bullet point. For me, cultural material with a capital C is a little bit what I said at the beginning, is a little bit how cultural content was presented previously. It was kind of providing knowledge in the form of information. And the important thing is from an outsider's perspective. I think this is the important consideration here. So previously, when you looked at your language, English language textbooks, you would often find, a text about, the Statue of Liberty or something, some historical aspect or something like that, very much from an outsider's perspective, very much kind of a Wikipedia style, very kind of flat text. And that's what I call culture with a capital C. And although things have changed a lot, it's amazing how much, especially actually in teens, material for teens, how much this kind of culture with a capital C still exists. And culture with a small c is, the idea is that the texts come from an insider's perspective, excuse me, that they encourage reflection and understanding of this knowledge from the inside. So let me just give you an example of this. This comes from a book that I wrote a few years ago for Cambridge called English Unlimited. And this was some text that I found in the Guardian newspaper. And it was an interview with a child that had been born in every country in the world, I think except North Korea, but had been raised in Britain. And what I found interesting, it was a piece of photojournalism in essence. What I found interesting about it was that the voice, I asked the editor, please could you use the voice of the children themselves to describe their experience living in the UK. And these are some of the texts. You won't have time to read them now. But notice these are completely unedited texts from the children's perspective, and it shows their perceptions of living in the UK, the differences and similarities between life at home, or where they were born, and life in the UK. And this is for a C1 advanced course book, which I also thought was kind of an interesting thing to do, to give the voice, let's say, give the platform to these real people, real teens who are living in the UK. Now the global perspective, so that's looking at culture with a small c, looking at culture from an insider's perspective. And this is Claire Cramps some years ago talking about what kind of pedagogy and that therefore should we be preparing our learners with. And she says we should clearly in this globalized world be preparing them to be both global and local speakers of English and to feel at home in both international and national cultures. And I think that material we've just seen of the kids born everywhere, raised in Britain, is a good example of that. And here's another quotation from John Corbett, who some years ago, this is to show you these ideas aren't necessarily incredibly new. This is from 2010, but I think that they are even more important now, 11, 12 years later. And he says this: migration, mass media have accelerated, intensified the transcultural flow of ideas, practices, and behaviors that are global in context, but local in inflection. And I think that this is very important, this focus on transcultural as well. So the transcultural flow of ideas is an important element to focus on here. We should be regarding cultural phenomenon then in the sense in relation to local conventions and values of the specific community that has created or adopted and adapted them. So I think that's the interesting focus here. And you can see that advertisers focus on this. This is an advert from some years ago, HSBC, the world's local bank. That was their catchphrase, their slogan for many years. And look at the way that they tap into that local focus by saying, yeah, noodles is one thing, but it's interpreted locally differently. In China, you eat it with chopsticks, a different kind of plate.
with a knife and fork in Thailand and so on. And of course, anything correlated with food, and any globalized company like McDonald's is obviously focusing on a global strategy. A nice project to do with students is actually teenagers particularly, is to get them looking at McDonald's menus in different countries and seeing the global aspect there, what aspects of the menu are truly global and which ones are local to their particular culture. In McDonald's have tried to reach out to their local cultural tastes, as an example, the neo-Greek Mac, which looks like a kind of kebab. Okay, and global culture, this is a page from Evolve. The idea of going global and looking at advertising is something that I think is very interesting to do with in our course books as well. So here are a couple of tasks, just general tasks to focus on these changes that I think are taking place. One of them is what I call My Culture Collage. Now, not many people send postcards anymore, but I live in a city in Barcelona with many tourists, and postcards are, although people don't seem to buy them, they're still kind of available. You can still see them on the street, in tourist shops and so on. And one interesting thing about postcards is that they often show stereotypical images of culturally anachronistic images. And this one, for example, of Spain with the bullfighter, the bull, the paella, the sangria, the Don Quixote windmills, would be completely, would be to someone living in this city would be crazy. It does not represent their country, the city, or their society at all. So one thing you can do with students is say, okay, you create your own cultural collage, create your own collage, your own postcard. You can do this with a mosaic. This was from a student who did living in Barcelona, but she is originally from Bilbao in the Basque country. And it was very interesting, the images that she chose. So they can be images, if the students take them themselves, that's even better, of course, because it's more personal. But this is quite nice because it shows a mixture of kind of tourist images, like the Guggenheim Museum that you can see there, with more personal images. For example, the metro station there with the strange kind of roof, or quite kind of not necessarily attractive images, like a photo of the bridge there with the very gray skies. And then ask the students to explain why did they choose these images and why are these images representative of their community, of their society. There's two street signs, one street sign in Spanish and the other street sign in Euskera is another very interesting image to unpack. So this is a way again of getting students to present something, a cultural artifact from the insider's perspective. And as they'll be more motivated to talk about it because they have created it themselves. Similarly, this task, the English around me, is very personal, and this may be related to what Philip is going to be talking about next, and this whole idea of plurilingualism, of own English, of own language use in the classroom, which I know he's going to be talking about. One way to show to students very clearly that languages interrelate is to just get them to walk out into the street and take photographs of English that they see in signs, in menus, shop fronts, posters, advertising, and so on. These are my own photos from Barcelona, and sometimes you'll see, that menu there, Mosquito, you actually can see like 3 or 4 different languages just in one on that blackboard there. And then the idea, here's some more examples. Even a napkin, a serviette can have English. English is everywhere here in the city, and I like walking around. It's kind of the linguistic landscape. I like walking around and taking photographs. The students can take these photos, and then you can do various things with that project. You can get them to explain, where they took the photo, why is English being used, is English being used correctly, does the use of English have a positive or negative impact on their culture,
many different questions of differing sophistication depending on your student's level and what you want to do. But this idea of focusing on the English around me is an interesting one, because again, of course, it shows clearly the influence of globalization. And finally, just a couple of tasks from some material published by Cambridge, Own It and Evolve. First of all, Evolve. And again, here's one more quotation just to kind of frame this. I did mention this before, but I think one very interesting thing related with intercultural education, global competence, call it what you want, is this idea of making the familiar unfamiliar. So to make the familiar strange, to decenter your perspective of your own culture. I think that's an interesting thing that Corbett says here. And an activity that could encourage that is this one from Evolve, where we just look at 3 different people who have arrived in the UK, who have arrived in different countries. They come from different, maybe students or immigrants, and they are going to a different country to live. A little bit similar to the activity that we saw with the children, remember? But this one is obviously, the language is modified, simplified, but this is A2 level. And here, a stranger in a strange town, the students just look at, what are the sensations these people feel when they arrive in comparison, and how does it compare to their country of origin? But the most important thing is the reflection that comes later. So here, it's in the critical thinking tasks. Here you have a comprehension task. But in D, the pair work, it says, think critically. Imagine what these people say about your hometown. Do they say the same things or different things? So this is the idea of, okay, so you've been looking at these texts in which somebody from Nepal is talking about living in Australia, for example, an immigrant worker, an exchange student. These are different people with different realities. And then the idea is that the students try to imagine how their hometown is perceived by different people in different contexts. And this is this idea, I think, of decentering or looking at your own culture, as an empathetic activity as well, trying to get students to empathize or to put themselves in the shoes of other people in different situations. Again, from the kind of insider's perspective. And finally, this is the last one. This is from Own It. And this task, this book has a section called Around the World. And what's interesting is it just focuses on a particular part of the world which may be not known to the students, but rather than focus, and then there's a cultural project related to this reading comprehension. Rather than focus, as I said, on the old style of emphasizing cultural content from an objective point of view, a bland, flat point of view, from the outsider's perception, this is looking from the insiders. And this is focusing on this boy, Kevin Doe, who created his, he came from Freetown in Sierra Leone. He created his own radio station and has become, an incredible self-taught engineer. And I think what's important about this is that it's an unlikely role model. And I think what's very important about a text like this is that it kind of deconstructs or shifts our perception of the way countries like Sierra Leone are covered in our materials, where they're often African countries, often the focus is on, how difficult life is there and how much people suffer and so on. And these stereotypes are very, very entrenched in ELT materials. So I think it's very important that our students see these countries presented in different ways in a much more positive light. And this is obviously pitched at teen learners, because this kid, when he created his own radio station, was just 13, 14 years old, the same age as the students looking at the material. But I think that's another important issue when we're talking about rethinking culture, is to rethink the presentation of these kinds of cultures from the developing world.
Okay, and that really is the story, and I'll finish with a quotation. Those story of the kids arriving in the UK, for example, the story of Kelvin Doe. In reality, I think we can simplify things too and say that, well, Moran says here that every learner has a distinct story to tell. And teaching culture is also about constructing and hearing these stories. So a lovely quotation, I think, and I think is true with all the different changes that have been, which we've examined in this talk. I think this is still true today. And we should focus, when we're teaching culture, when presenting culture, we should focus on constructing and hearing these stories as much as possible. Okay, that's me done. I think I finished dead on time. If you're interested in getting in touch with me, well, here is my website. That's my dog, who luckily has not intervened in today's session. And if you want to see some of the work I do for Cambridge and for other people on my own basis as well, you can contact me through my website there. Thank you very much for listening. Thank you very much. Thank you, Deb, and thank you for your inspirational speech and presentation. And thank you for sharing absolutely fantastic ideas from my viewpoint, because I told you at the beginning that Evolve my favorite textbook. Yeah, by the way, I didn't know that you're one of the authors. Shame you should on thank me. Philip as well, because he's also a writer on Evolve. So yeah, and just very absolute unique ideas. The first one, which I like, is that we have to make the familiar strange. And we have to avoid stereotypes. So when we teach, especially pluricultural and develop pluricultural competence, of course, because, so when you ask them to contrast and compare, they usually look at different cultures as strange cultures. And we have to teach them to look at these cultures as different cultures. This is the difference, yes, strange and different cultures. And also look for similarities too, because there may be unexpected similarities, which is because we often focus on difference unnecessarily. Yeah, absolutely. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good luck for the rest of the conference. Yeah, thank you very much. I'll stop sharing now. If there are any questions, I will send them to you. Okay, thank you very much. And I would like to present our next speaker, Philip. I'm going to give you the possibility to share your screen. Philip Kerr, who has been involved in English language teaching for over 35 years as a teacher, teacher trainer, and director of studies. Include Evolve, a new American English course, as well as translation and own language activities. And he also works in the development of foreign languages. Development in foreign languages, what, Philip? I work with the development of vocabulary apps. So language learning apps for various languages. Okay. And the topic, translation in the English classroom. Very interesting topic, by the way. You just got together different kind of concepts, which are really very urgent. Artificial intelligence, plurilingualism, and translation. Okay, thank you very much, and inclusivity. Thank you very much for joining, and I'm going to give you the floor. Thank you very much, Svetlana. Right, let's kick off fast. Before I go any further, I should perhaps explain just very briefly what I mean by translation. By translation, I'm not referring to the kind of activity that was the staple when I was a child, where we had to, learning French and German, where we had to translate short literary texts from one language into the other. I'm not talking about that kind of translation, typically literary translation. I'm taking translation in a much broader sense of using the L1
or the student's own language in various ways in the classroom. And I'll say more about that in a little while, but I'm taking a much broader approach to translation than just the traditional literary translation. The whole story for me began over 10 years ago, and it began when I read a book by Professor Guy Cook called Translation in Language Teaching. And it was the first time that I'd read a whole book which argued that there was an important and necessary role for the L1 in learning English or whatever other language it was. And this was an eye-opener for me. It was interesting too, because I had always used the students' own languages in my own English language teaching. But this was the first time that the whole argument had been explicated in a very, very clear way. Guy Cook's book was extremely influential and still is extremely influential, but it's very much a theoretical book. But what was missing from it, I felt, was a lack of practical ideas about what we can actually do in the classroom, which leverage the students' L1. So I took it in many ways as an inspiration, and I wrote my own book, Translation and Own Language Activities, very much inspired by Guy's work, which it's a recipe book full of practical ideas in the classroom. But this is over 10 years ago now that I wrote this book, although the publication was more recent, more than 10 years. And so I'm beginning to think now, well, what has changed in the last 10 years, and how would I approach the writing of a book like this differently now? So that's kind of my starting point, if you like. But before I explain how I would change things, I want to stay in the past a little bit and look at the kinds of concerns that Guy Cook and I had when we were writing these books. At the time, there was a very clear message in many countries around the world that the best way to teach English was to ban other languages from the classroom, to ban it completely. And so part of the work that we needed to do was to deconstruct these arguments and see whether the arguments for banning L1 made any sense. The most common arguments were these. The first was that translation is not an important skill. And certainly, if we take translation to mean the literary translation, which was such a standard part of many students' learning, well, then translation is not an important skill to learn. But if we take translation to be much broader and include things like translating individual words in order to learn them, then suddenly translation does become an extremely important skill. And even 10, 12 years ago, it was very clear that the world that we inhabited was an increasingly multilingual and multicultural world. And much of what one does in a second or a third language, which we've learned, involves translation. So I have 3 daughters, they're all bilingual. And when they are required to use English, which they don't need in their home country, not very often, much of the time they're translating things from English into the language which they share with their friends. It's become a central skill, in many ways, one of the most important. The second most commonly cited reason for banning English was that the more that students speak their own language in a classroom, the less time they get to speak English. And there is a sort of intuitive good sense in this, but when you investigate more carefully, the argument simply doesn't stand up. There are many, many times in an English language classroom when using a little bit of the shared language, the L1, Russian perhaps, will actually facilitate more English language use. One example might be if you want to set up a fairly complicated activity and the instructions for setting up the activity are linguistically too challenging for the students, even if the activity is not, well then why not set up the activity in the shared language so that we can get onto the English afterwards. It's only one example. There are many others. The third example that was regularly cited was that learners need to think in English. And I've heard myself say this over the years, but not recently, on a number of occasions. Again, this seems to make some kind of intuitive good sense, but on closer investigation, it simply doesn't stand up. First of all, we don't tend to think in a particular language. I mean, linguists will refer to the language which they call mentalese, the language of thought. And this is typically a combination of natural languages, English, Russian, or whatever it may be, visual images, and all sorts of other things. We don't actually think most of the time in another language. What's more, we can add to this by saying that what we really mean by this is that what we want to avoid is students preparing in advance what they want to say in their own language and then translating it
into English, which slows down the whole process, the fluency process. But what we're really aiming for is a proceduralization or automatization of language production so that they can produce language in substantial chunks without having to think word by word of how they're going to translate these things. So it's not about learning to think in English, it's about learning not to think in your own language in advance. The second point I'd like to add to this is that when it comes to this proceduralized production of language, this automatic production of language in chunks, that is unlikely to happen to any significant degree until students reach at least a B2 or B2 plus level. At A1 or A2 or B1, students simply cannot produce language in chunks in this way because they don't have enough language. So even if this were true, that we need to teach students to think in English, they're not likely to do that until they're significantly more advanced. The fourth big reason that was given was that translation promotes fossilization. That is to say that the more we use translation in a classroom, the more the language transfer effects from the first language become embedded and fossilized in English. Again, this seems to make some kind of intuitive good sense, but the research doesn't bear it out in any way at all. Those aspects of first language transfer or fossilization effects, let's say, for example, a Russian speaker speaking English who misses out most of their articles, is something which is going to happen irrespective of whether we use translation in the classroom or not. Fossilization or language transfer effects will happen, and it seems that the use of L1 in the classroom makes no difference at all. So we began by kind of dismantling these arguments, and then we looked at other arguments for using L1. The first of these is a psycholinguistic argument. We now know, without any doubt whatsoever, that the learner's first language and the target language, English or whatever it may be, are not separated. They're not sort of stored in different parts of the brain. It's a very, very complex network, and that we cannot separate in any meaningful way one language from another. We can certainly try to ban it, but even though you can ban somebody from using Russian in the classroom, you can't ban them from thinking in various ways in Russian. And they typically will. We know, for example, that when learning new vocabulary, there will be very likely an activation of the Russian equivalent, translation equivalent, in their brain when they are processing the new meaning in English, irrespective of whether we use L1 or not. So the psycholinguistic reasons are fairly compelling. We can't separate home language and target language in any meaningful way. The second big reason that we've put forward is in terms of efficiency. Often using a little bit of the L1 will simply allow much, much more time to be devoted to using the L2, the target language. It's a more efficient process. This is very clearly the case, for example, when it comes to low-level vocabulary teaching. There are words which are extremely difficult to explain in the target language. Try explaining a word like happy, for example, in English to an A1 student, whereas a simple translation will save an enormous amount of time. And most of the time, but not always, most of the time in any pair of languages, there will be something which is reasonably close, or at least close enough for learners at that level. So efficiency was a big argument. The third big argument we put forward was that when we ask learners, and this is on a global level, would they prefer to be able to use their own language from time to time, the overwhelming response was yes, they would. They would overwhelmingly prefer to have a teacher who is not only proficient at English, but also has a good understanding of their own language. So the preferences are relatively clear. This is not unanimous, but most learners would prefer to be able to use L1 or for the teacher to use L1 from time to time. The last and perhaps the biggest reason that we put forward was that this is an area which has been researched quite substantially for many, many years now. For all of the classroom practices and schools and institutions where the own language, the L1, has been banned, in other words, there's been a lot of practical research, if you like, there has not been one single piece of empirical research which demonstrates that an English-only approach to learning English is more effective. So there's no research out there at all
which demonstrates that banning the L1 serves any useful purpose. And conversely, there is quite a lot of research to indicate that some use, occasional use of the L1 in the classroom leads to learning gains. I've talked already, for example, about the acquisition of low-level, high-frequency vocabulary, where bilingual pairings very clearly lead to more learning gains than attempting to learn words through English only. But there are many other instances at a much higher level. The use of L1 in academic summary writing would seem to lead to greater learning gains than if we attempt to do it through English only. So these were the reasons we were putting forward, and I now want to move on to the main substance of what I'm saying. And these are three more reasons which have emerged most strongly in the last 10 years of why the use of L1 needs to be thought about in a principled and systematic way. And these are the three reasons: technology, and particularly artificial intelligence; secondly, pluralism; and third, inclusivity, or inclusive practices. And I want to talk briefly about these in turn. First of all, technology. When I wrote the book with activities about using L1 in the classroom, one of the technologies that I was exploring was Google Translate and other machine translation tools of that kind. At the time, Google Translate was not terribly good. It depends very much on the language pairing. But a pairing between, let's say, English and Spanish, which is one of the better language pairings in Google Translate, reached something like 85% reliability in terms of accurate translation in most texts. Now, in 2021, the accuracy of English-Spanish translations with Google Translate is more like 95% for most texts, not literary texts and not pop lyrics and poetry and so on, but most informational texts. So the accuracy of something like Google Translate has increased massively in the last 10, 12 years. And this is largely because they've changed the whole way that it's approached. It's not using embedded dictionaries or embedded grammar rules anymore. It's using artificial intelligence and machine learning tools. And this has been taken even further with DeepL. DeepL was just getting going, I think about 8 years ago. It's now expanded. It's available in quite a number of language pairings. And most people would now rate DeepL as more accurate than Google Translate for most language pairings. I'm not a Russian speaker, so I can't compare its performance with Russian, but it's certainly something which our students need to know about. At the moment, they tend to use Google Translate, and we know that all of our students, let's say all, probably without any exception, will be using a machine translation in one form or another. We can't really ban it, because we can't stop what they're going to be doing outside of the classroom. In fact, it's hard enough to stop them using it in a face-to-face classroom. But something else has changed, and that is that with the COVID pandemic and the lockdown, by the way, here in Vienna, where I'm living, we're just going to start another lockdown in the next few days. Schools and universities will be closed once more. But one of the things that happened, of course, during the pandemic was that students were learning online more and more. We realized quite quickly that you cannot simply replicate a face-to-face classroom using a Zoom platform. It doesn't work in the same way. One of the things that we learned quite quickly was that we needed to have a greater combination of synchronous learning on Zoom with asynchronous learning using various other tools. This means that there is a greater amount of independent study taking place than before. And with more independent study taking place, we can be pretty sure that our students will be making much greater use of bilingual tools. Since they will be making very frequent use of bilingual tools, as teachers, we need to help them use them well. And the problem in many ways is not that they're using them, but they're tending to use them badly. They're tending to trust them. I don't know if anyone else working in higher education has had the experience that I have of people, for example, having to submit an essay in English. They find online an equivalent essay written in another language, and then they throw it into machine translation and submit it in English without realizing that I can spot immediately something that's been machine translated in this way. So
I make the point simply to show that people are often using machine translation badly. There are various things that we need to do to help our students use these AI-driven bilingual tools. I'd first of all like to recommend a video. It's a short video by Russell Stannard, who specializes in, let's call them how-to videos, using different technologies for language teachers. And he has a YouTube channel. It's all free to access, using Zoom, using breakout rooms, using this, using that. And one of his videos is called Using Google Translate in Language Teaching and Learning. And I recommend it strongly. You'll find Russell Stannard's channel very quickly on YouTube. And what's interesting about this is that he doesn't actually recommend using Google Translate as a translation tool, especially. He's recommending using it as a vocabulary learning tool, making use, for example, of the audio recordings of the target words, which you can bring up on Google Translate, making use of the fact that you can easily export words in Google Translate into a spreadsheet, which you can then put into a vocabulary learning app, Quizlet, for example. So it's a very rich and short video exploring ways of using this AI-driven technology in bilingual ways. I'd also like to suggest that one of the problems of using AI-driven translation tools is that the kinds of mistakes or the errors or the lacks of appropriacy on these tools are fairly predictable. I've made my own list. This is a list adapted from the book, Translation and Own Activities. And these are the sorts of mistakes that students typically make. Now, one of the things that we can do, for example, is we can take a text in English, we can translate it into Russian using something like Google Translate, and we can give the Russian text to students whose first language is Russian, and they will be able quite quickly to identify the errors, not just the translation errors, but the errors in Russian itself. So they work through a text, identifying the errors in Russian, and then we give them the English text, the original, and they make this comparison. So they're working with a bilingual text to identify where the problems occur. Once they've done a little bit of this, we can give them more guidance using a checklist of this kind. And as they go through the comparative process of comparing an original English text with the Russian text, they can code the kinds of errors, and they will begin to spot what kinds of errors are most frequent. So this is a way of training people in a more informed use of AI-driven translation tools, and at the same time, a way of pushing forward their own accuracy in especially in written English. So one of the conclusions that I have to come to is that with this new technology, we really need to bring these two languages together from time to time in the classroom. And this is perhaps even more the case when our students are using speech recognition technology, which many of them will be, so that they're combining speech recognition, Alexa, Siri, these kinds of things, or every mobile phone has speech recognition in it now. And again, the sorts of problems that the AI creates through the limitations of the AI need to be explored. So again, we bring the two together. Let's move on. Check the time. My second big area is one that Ben discussed to a certain extent in his earlier presentation. And this is the question of plurilingualism. Now, the big thing that happened here was a few years ago when the Council of Europe brought out what they called a companion volume to the Common European Framework of Reference. And the influence of this document is still being felt. I mean, if you think of the original document, it took some years before the A1, A2, B1, B2 levels became absolutely standard language. And I think that the same is going to be the case with this companion volume. It will take some time for the messages to filter through to all of us. But one of the clear new points of focus in this companion volume, by the way, you can download this from the Council of Europe website. I'm not sure whether it's in Russian. I don't think it is in Russian yet, but it's in about 4 or 5 different languages. One of the key new points of focus was plurilingualism. And what is meant by this is when we look at how people use language to do things,
we need to look at the full range of linguistic resources that they bring to bear in order to achieve those things. One of the things that we know is that so much, let's talk about English, so much English language use is going to be taking place in multilingual contexts. Your students are not going to be using English, especially to talk to Brits or Americans or Australians. They're going to be using it as a lingua franca. They're using it in a multicultural situation. And within those multicultural, multilingual situations, plurilingual techniques become more and more important. I'll say a little bit more in a second. When you look at the document in some detail, excuse me, there's a word or a lemma that keeps coming up. This is my own count of trawling through the document. Remember that in the first Common European Framework reference document, this word mediation or mediator hardly appeared at all. But in the new document, this is the number of instances that I was able to identify. So the idea of mediation as a plurilingual practice has suddenly become extremely important. What is meant by mediation is quite complex because it means many, many different things. And some people have argued that as a concept, we don't really need it. But I want to focus on just one aspect of mediation, which is interlingual mediation or cross-linguistic mediation, mediating from one language to another. When we are using a language which we've learned, as I've argued already, the probability is that we will be using it to mediate between two languages, between, let's say, between Russian speakers and English speakers, or someone using English as a lingua franca. Now, when we look at what is involved pragmatically, functionally, in those kinds of interactions, and certainly in the world of business, these are the kinds of interactions that we are particularly interested in, but the same would be true of academic settings where people are using English as a language of study. We inevitably need to focus on the linguistic strategies that people deploy to make it possible to mediate from one language to another, or mediate between these two languages. In fact, when people started studying English as a lingua franca, the initial interest was in how particular features of language, grammatical structures, were present or absent, or how particular lexical items were present or absent. But the interest in English as lingua franca has shifted since then, and the interest much more now is on what people actually do strategically to mediate between two languages. So this is a selective list, it's my own list of the sorts of strategies which are important in any kind of multilingual situation. It's inevitable, given the differences in linguistic competence, that we will be needing to ask for help and repetition and clarification. We need to keep conversations going. We need to repair misunderstandings. And these strategies, I think, have suddenly taken on new importance. And in books like Evolve, the book that I was involved in recently with Ben and other writers, we've taken these as a very key syllabus point. These strategies are taught because they are enacted through particular linguistic items. These strategies are taught throughout the different levels in a systematic and fairly easy way. You need the language in order to deploy these strategies. So strategies is one part of it, but there is a second side to this as well, and this is what we could call interlingual mediation tasks. There are certain things that we can do in a classroom which involve the mediation between two languages. The first and most obvious of these is translation or interpreting. An interesting take on this, for example, is that in the past, role plays always featured quite significantly in language learning activities. An interesting take on a role play now is, rather than having two students taking roles, we have three students where one speaks Russian, one only Russian, one speaks English, and we have an interpreter in the middle. So it's kind of a three-way role play of that kind. So there are activities of this kind which make sense because they reflect real-world needs. In terms of both people studying English for business reasons or for academic reasons, note-taking is another skill which needs to be practiced and developed. There's no particular reason when you're listening to an academic lecture in English to
take notes in English. The probability is that when you're taking notes, you will be taking notes in a combination of the target language, the language you're hearing, and your own language. You'll mix them up, simply because this is a more effective way of going about it. So note-taking as a response to listening tasks is a further plurilingual skill which we should be practicing and encouraging. At a certain level, of course, it may be possible to do this in English only, but not at the lower levels where other kinds of practice are appropriate. And a fourth example I'd give of cross-linguistic mediation is summarizing, taking a written text or a spoken text in one language and summarizing it in another. And as a task, this is likely to feature more often in formal examinations. It already features in formal examinations in at least 2 European countries on a national level, that's Poland and Greece. But I think we're going to see more and more of it. Because if we are interested in developing the skill of summarizing a text, it's a little bit unfair to expect people to summarize an English text in English, because we will then be evaluating other skills outside of their summarizing skills. The best kind of summary is likely to be in a language which you control more fully. So I suspect that we will see summarizing from one language into another much more frequently in assessment procedures and as a classroom activity. So as a very kind of a quick skim, I apologize for that, over this area of plurilingualism and the Common European Framework, but I want to give a few practical examples of how this is manifested. My third big area, and this is very closely related to plurilingualism, is the idea of inclusivity. In recent years, in the English language teaching community, we've seen an explosion of interest in inclusive practices. Each year, the British Council awards a series of prizes for innovation in English language teaching approaches, and their awards took place earlier this week. And one of the things that changed, for example, in these British Council Elton Awards, is that they're now giving prizes for products and approaches and courses which include inclusivity as a fundamental part of the approach. So we're seeing this reflected in the English language teaching journals like ELTJ, we're seeing it on the websites, we're seeing it in a number of books that are being published, and we're seeing it massively reflected in conference presentations and blogs, especially those two. Now, when it comes to inclusivity, the initial interest was probably in making English language classrooms more accessible to people with specific learning difficulties. Let's say people with dyslexia or people with hearing problems. That was the initial interest. Things have actually moved on quite a bit since then. It's not to say that those concerns are not relevant anymore, quite the opposite. We're moving quite a long way in terms of making learning more accessible for people with specific learning differences. But the whole issue of inclusivity has been broadened massively to include issues of gender and sexual orientation, of race, and so on. And of course, part of this must be the student's own language. If, as a learner, your first language is a very significant part of how you choose to construct your own identity, then how does it feel for a learner to have this language banned from the classroom? Here in Vienna, where I work, I mean, the home language of a majority of the population here is German, or a particular Austrian kind of German. But there are, in most classrooms, up to 80% of the students who have other home languages. There's a large proportion of Turkish speakers, Serbian speakers, Hungarian speakers, Czech speakers, and so on. Many of these people, these learners, feel themselves marginalized in the broader community, and permitting the use of their own language from time to time in the English language classroom is, for many of them, a very empowering experience. Sometimes it will be necessary to use as a shared language German, which everyone speaks a little bit of, but there are a number of activities where it doesn't really matter what the other language that's being used is. If, for example, we are promoting the deliberate learning of low-level, high-frequency vocabulary through bilingual flashcards, they can use whichever bilingual pairing they want. If we're promoting the use of good online bilingual dictionaries, and there are many,
many of them these days, then it doesn't really matter. There are also activities such as reverse translation, where you translate a text from English into your home language, and then at a later point in the lesson or another lesson, you translate it back into English. Students can use their own language rather than having to use the shared language, German, to do this. So there are both practical reasons and emotional empowerment reasons, if you like, for bringing the L1 into the classroom. We've moved beyond the idea that the native speaker is the ideal teacher of the language. This was a nonsense that was propagated for many years by a private language sector. The native speaker is not the ideal teacher of the language. The ideal teacher of the language is almost always somebody with a high level of English and a high level of the language of the learners. And we've moved on from the idea that languages are best taught using only the target language. There is very clearly a role for a multiplicity of languages in the classroom. And one of the interesting experiments that's taking place in a number of countries is to teach a number of languages simultaneously in the same classroom. It's a thought which scares the hell out of me personally. I wouldn't want to have to teach English and French in one room, but this is beginning to be explored as we look at this idea of a more inclusive and plurilingual approach. One manifestation of that, again from one of the books, this is again from Evolve, is that the model for learners is no longer the native speaker model. It's a model of somebody who's reached a high level of, or relatively high level of competence in English. So what we have here throughout the book, a number of instances where you can click on a QR code and you will see a short video or hear a short video of a student doing the same task that the learner is about to do or has just done. So the model here is not this model of the L1 idealized speaker. It's something which is much more inclusive and therefore empowering. So those are my reasons. I mean, I recapitulated the four main reasons for bringing L1 into the classroom. The additional three reasons make the argument for using, well, in most of your cases, Russian from time to time in the classroom extremely compelling. There is on the Cambridge website, it's called Cambridge Papers in the ELT, which has a 15 or 16 page paper that I've written called Using L1 in the Language Classroom, and this is free to download. And this will contain a lot more of the practical suggestions that I've only been able to hint at. So thank you for taking part. I hope I've given you some food for thought, and I leave it. Thank you very much, dear Philip. Thank you. Really very interesting, urgent topic, unique topic that you have chosen for your presentation, that you research. Many thanks, special thanks for the list of the so-called mediation strategies, because in the new companion of 2018, they were not specified so, in great detail as you did. And thank you very much for your textbook and for the activities. It was really great. Thank you. Thank you. And now I would like to present, it's my honor to present the next speaker. Our next speaker will be Professor Георгий Теймуразович Хухуни, доктор филологических наук, Московский педагогический государственный университет и профессор, доктор филологических наук, ну, видимо, она ваш соавтор, да, я так понимаю, она не будет присутствовать, но тема тоже интересная, это продолжение как раз вот темы, которую начал Филипп Кер, это прогресс в художественном переводе к постановке вопроса. Спасибо большое, Георгий Теймуразович, так как мы задержались, пожалуйста, да. Уважаемые коллеги, во-первых, меня-то слышно? Вас слышно, я дала вам право делиться экраном.
Так что вы Спасибо. Сейчас я можете, включу да. презентацию. Да, И и я тогда, вам скажу, с вашего да. позволения, я, может быть, буду опускать некоторые вещи, которые в презентации видны, чтобы не занимать времени. Ну и Спасибо. единственная такая техническая поправка. Из Московского педагогического государственного университета мой соавтор, Анна Александровна Осипова. Я из Московского государственного областного университета. Областного Да, университета. ну, поскольку вузы родственные, то большой Да, роли это не играет. извините, да. Я Георгий тогда Демуразович, попытаюсь включить презентацию. Коллеги, видна Да, презентация? видна, презентация видна, Спасибо, да, спасибо видна. большое. Тогда я к началу меня слышно, перейду. Светлана Да, Владимировна? вас слышно, слышно. Я просто, Георгий Демуразович, я хочу сказать, что вы не волнуйтесь, и если ну, необходимости нет, то не надо сокращаться, потому что, хотя мы немножко перебрали времени, но у нас только в 1:30 будет, вот начнутся секционные заседания. Так что, в принципе, мы немножечко можем, все-таки не 15, а хотя бы 20 минут дать. Спасибо большое, Галина Так что, Георгиевна. Я Георгий все-таки Демуразович, прошу. постараюсь не злоупотреблять вашей Да. любезностью. Но в Хорошо. первую очередь, уважаемые коллеги, мне бы, конечно, хотелось поблагодарить за оказанную честь и факультет иностранных языков и регионоведения, и лично Галину Георгиевну за это приглашение. Во-вторых, конечно, присоединиться к коллегам, которые поздравляли с Днем вновь созданным работникам высшего образования. Ну и мне кажется символичным, что наша конференция как раз совпала с этим праздником первым, потому что хорошо известно, что как Московский государственный университет – это флагман высшего образования, так и факультет иностранных языков и регионоведения – это ведущая организация по тому, что связано и с преподаванием иностранных языков, и с межкультурной коммуникацией, и с художественным переводом, и со всем этим. Итак, уважаемые коллеги, я бы хотел начать с того, что вопрос о том, применимо ли вообще понятие прогресса к различным видам художественного творчества, он имеет очень давнюю историю и вряд ли, так сказать, однозначное решение, прежде всего потому, что не совсем понятно, а что здесь следует понимать под прогресс. Ну а поскольку художественный перевод традиционно тоже причисляется к видам искусства, если мы вспомним нашего ведущего в 20 веке теоретика в этой области, это Андрея Венедиктовича Федорова, у него книга так и называлась «Искусство перевода и жизнь литературы». Ну и вроде бы аналогичная ситуация должна быть и здесь насчет прогресса, но надо сказать, что вот как раз в 60-е и 70-е годы, то есть тогда, когда вот эта книга вышла, был ряд высказываний, где картина предстает несколько иной, и сейчас я позволю себе привести здесь эти высказывания, не зачитывая их, а просто немножко комментирую. Одно высказывание – это 70-х годов, и здесь, как мы видим, как раз и говорится, что в отличие от других видов искусства, где понятие прогресса дискуссионное, то в искусстве перевода однозначно можно сказать, что такой прогресс есть, но перевод старый. А второе было сделано ровно за 10 лет до того, в начале 60-х годов, известнейшим нашим теоретиком художественного перевода и специалистом по английской литературе Юрием Давидовичем Левиным, который тоже говорил о необходимости выявить тенденции развивающиеся и отмирающие и установить прогрессивное движение перевода. Вот в связи с этими двумя замечаниями и будет наше с Анной Александровной выступление. И мы бы хотели сказать, что здесь несколько моментов, на наш взгляд, требуют уточнения. Ну, во-первых, возникает вопрос, а в чем именно проявляется это самое большее совершенство. Во-вторых, когда мы говорим о большем совершенстве, меньшем совершенстве и так далее, то явно или неявно приходится исходить из того, что некоторые есть устойчивые или даже стандартные критерии того, что такое прогресс переводного цикла. Ну и, наконец, еще один момент, он может показаться несколько парадоксальным, но тем не менее, а вот всегда ли художественный перевод устаревает в полном смысле? То есть всегда ли новый во всех отношениях прогрессивный? Раз речь идет о словесном искусстве, то, вероятно, раз мы с лингвистических позиций рассматриваем,
то начать надо с рассмотрения того, каковы языковые средства, выбранные переводчиком, и насколько их использование позволяет говорить о прогрессе. Ну, как правило, тут апеллируют к понятию среднего современного читателя. Вообще-то понятие, конечно, довольно такое неопределенное, о чем еще Валерий Яковлевич Брюсов говорит. Но если вот из него исходить, то, очевидно, первый критерий, который вот у этого самого воображаемого среднего читателя будет, это понятность языка, на котором перевод сделан. Ну, вот если провести такой мысленный эксперимент, предложим какому-нибудь читателю, не специалисту, два перевода какого-то классического произведения, ну, одно, скажем, середина 18 века, другое, скажем, начало 21 века, то, скорее всего, выберет он именно современный перевод, хотя, допустим, с точки зрения норм языка и художественного таланта он может быть не совсем на высоте, а автором, допустим, перевода 18 века будет такой признанный классик, как Михаил Васильевич Ломоносов. И это очень легко подтвердить таким примером. Ну, известно, что самое большое, вот, наверное, количество художественных переводов на душу населения, как говорится, у нас приходилось в эпоху Екатерины II, так называемый золотой век перевода. Но я думаю, что никто из нас, ну, если это не нужно, допустим, для диссертационного научного исследования, не будет читать ни античных классиков, ни даже современных для тогдашних переводчиков, авторов 18 века, вот в этих переводах. Ну, опять-таки, в силу, в первую очередь, языковых причин. Ну, а если уж говорить о более ранних этапах, то есть до 18 века, до того, как начался процесс становления современного языка, то здесь, пожалуй, можно опять вспомнить Андрея Венедиктовича Ходорова, который как раз и говорил, что в отличие от древнерусского искусства, ну, тут перечисляется, древнерусские переводы не могут считаться живой художественной ценностью, но и тут перечисляется: язык недоступен, содержание уже не актуально, ну и тому подобное. Вот здесь все-таки мне бы хотелось сделать одну оговорку, что несмотря на то, что вроде бы спорить с этим не приходится, но здесь опять-таки речь, наверное, все-таки идет не относительно прогрессивности принципов перевода, а именно о том, насколько изменился сам язык. А следовательно, вот этот аспект хронологической отдаленности, ну, он действительно работает в тех случаях, когда языки претерпевают довольно большие изменения. А вот когда наступает в литературном языке, я поставляю, поскольку у нас разговор о художественном переводе, то мы для простоты говорим язык, но имеем в виду именно литературный язык. Так вот, когда наступает то, что Вильгельм фон Гумбольдт называл состоянием относительной стабильности, ну, как, скажем, считается для русского литературного языка после пушкинскую эпоху, то здесь, вероятно, этот фактор будет действовать уже не в такой большой степени. Известно, что многие переводы, скажем, выполненные в XIX веке в слегка преобразованном виде, мы читаем до сих пор. А чтобы это подтвердить, опять-таки одна цитата из Андрея Венедиктовича Федорова, это уж совсем древнерусский памятник еще до Монгольской Руси, а именно Иудейская война Иосифа Флавия, и здесь как раз и подчеркивается, на какую высокую ступень совершенства этот перевод подымался. Ну, здесь же я хотел, кстати, бы добавить, что как раз вот это произведение, оно очень наглядно иллюстрирует, что неактуальность содержания, она тоже, я бы сказал, немножко относительный характер носит, потому что если говорить об вот этом памятнике истории Иудейской войны, то он, в общем-то, переводился на русский язык еще два раза, извините, а именно в конце XIX века, причем переводился с немецкого, и уже в наши дни, в 21 веке, переводился непосредственно с древнегреческого. И вот, кстати, если подходить
с переводоведческих позиций, то, наверное, древний перевод надо признать даже более прогрессивным, потому что его делали с греческого оригинала, а вот немецкий перевод делали с перевода, и там довольно много искажений. Хотя тот перевод, куда нам хронологически более близок по времени. Ну, вообще, кстати говоря, когда мы говорим о диахроническом, или, как иногда еще говорят, хронологическом переводе, то тут еще один момент прогрессивности, а именно больший учет фоновой информации. Вот здесь я бы хотел вспомнить историю с переводом одного очень древнего памятника, который переводился больше, чем, наверное, все остальные произведения вместе взятые. Это Библия. И, в частности, речь идет о так называемом современном русском переводе Российского библейского общества. Первое издание вышло в 2011 году, второе в 2015, то есть, ну, самое что ни на есть современное. Руководил этим изданием очень крупный наш филолог, специалист по древним языкам Михаил Георгиевич Селезнев. И он вот как раз в чем указывал на прогрессивность выполненного под его руководством перевода по сравнению с синодальным. Первое, как мы видим, как раз, что был использован круг достижений современной библеистики, о которых не знали в середине XIX века, то есть когда синодальный перевод, ныне наиболее известный. С другой стороны, что в стиле этого синодального перевода язык до пушкинской эпохи. Ну, оба довода, в принципе, наверное, более-менее отвечают действительности. Но опять-таки, здесь же речь идет не о смене принципов перевода, а о том, какова была установка конкретных переводчиков по отношению к конкретному, не том очень специфическому тексту. Ну, об этом довольно много есть работ, в том числе и у нас с Анной Александровной, поэтому я уж не буду вдаваться здесь в подробности. Но хотел бы отметить, что и перевод начала XIX века, и перевод середины XIX века выполнялся под руководством известного московского митрополита Филарета, и распространять это целиком на все развитие принципов перевода, наверное, не стоит. Теперь, что касается, коллеги, другого момента, именно того, что касается наличия тех или иных критериев для оценки прогрессивности. Ну, вот здесь, кстати говоря, если мы немножко в историю перевода вникнем, то, в общем-то, можно будет убедиться, что через всю историю проходит антиномия между своим и чужим. Ну, вот здесь перечислено, то писали про вольный, то писали про точный, то про приближение к автору, то про приближение к читателю, то там про формальную, то там про динамичную и так далее. Но принцип-то был один. Исходить надо из самого текста, или исходить надо из отношения переводчика, потребителя, заказчика, неважно, но кого-то другого к этому самому тексту. И вот здесь тоже оказывается довольно любопытным явлением сталкиваемся. То есть приходится либо считать, что один принцип априори более прогрессивен, чем другой, и исходить из него, ну, либо считать, что каждый из этих принципов имеет самостоятельное значение, и этот самый прогресс надо оценивать по каждому принципу в отдельности. Ну, начнем с первого. То есть исходим из того, что какой-то из принципов более прогрессивен. Тогда очевидно, чем дальше у нас развивается перевод и теория перевода, тем больше должен утверждаться один из этих принципов и теряться второй. Но, между прочим, если вот мы посмотрим, как даже за последние 100 лет развивались взгляды на перевод, то, ну, я бы сказал, что проявляется некоторая тенденция считать, что тут скорее мы имеем дело не с прогрессивным поступательным движением перевода, а с некоторой цикличностью, потому что каждую эпоху можно выделить, как эти принципы друг друга меняли. Ну, вот здесь видно классицистический принцип, романтический принцип. Принцип сохранять национально-бытовой колорит, принцип, так сказать, руководства реакции получателя. Ну и одна из концепций, которая уже рубеж
20-21 века. Это скопус-теория, где вообще было заявлено, что определенно не существует одного исходного текста, а следовательно, так сказать, исходный текст должен быть низведен с пьедестала, а перевод вообще должен быть освобожден от функции исходный текст передавать. Ну, а в свою очередь, это тоже вызвало критику, поэтому, вероятно, нельзя исключать, что через какое-то время утвердится снова подход, согласно которому сохранение национально-бытового колорита, а это, между прочим, для русской переводческой традиции 20 века было основным подходом, это доминанта переводческого дела. Ну, правда, сразу отметим, это, конечно, не значит, что взгляды просто меняли друг друга. Естественно, что, допустим, взгляды романтиков XIX века – это не совсем то, что взгляды отечественных переводов XX века, а, допустим, классицистический перевод, принцип угождать читателю и совершенствовать автора нельзя отождествить со скопус-теорией, пренебречь исходным текстом. Но думается, что вот самого по себе принципа, что вот такого единого поступательного движения в истории художественного перевода, который можно было однозначно признать за прогрессивность, ну, вряд ли можно найти. Теперь, что касается второго, то есть каждому из этих принципов подходить с точки зрения относительной прогрессивности в первом и во втором. Ну, на первый взгляд это выглядит более привлекательно, потому что разнородные явления не сравниваются. И здесь часто вспоминают слова Александра Сергеевича Пушкина, а именно, что писателя, ну, в данном случае художественного переводчика, который этого писателя воспроизводит, должно судить по законам самим над собой признанным. Это потом и Валерий Яковлевич Брюсов повторял, и очень многие другие, кто переводом занимался. Ну, здесь, коллеги, при всей привлекательности, одна оговорка, потому что если это признает конкретно тот, кто выполняет, то здесь, конечно, характер субъективный, а следовательно говорить о некоторых общих критериях, которые позволяют данный перевод признать более прогрессивным, чем, так сказать, предшествующий, тоже довольно сложно говорить. Поэтому и здесь суждение в значительной степени будет отражать оценочный характер. Я бы, например, к этому добавил, что один из виднейших теоретиков перевода XX века, это грузинский исследователь Георгий Рожденович Гачачеладзе, лекции которого я студентам имел удовольствие слышать, он даже сказал, что романтики дали объективно реалистический перевод. Хотя уж, казалось бы, романтизм и реализм – это явления несколько друг от друга отличающиеся. Ну и, наконец, коллеги, третий момент, то есть об устаревании перевода. Как мы отметили, здесь возникает вопрос, а всегда ли и во всем тот или иной перевод устаревает? Ну, и вот здесь приходится учитывать один момент, пожалуй, наиболее характерный именно для нашей русской культуры. В тех случаях, когда переводное произведение входит, что называется, в ткань отечественной культуры, а для культуры, которая, по словам Федора Михайловича Достоевского, юбилей которого мы вот сейчас отмечали, свойственно всемирная отзывчивость, это очень характерно, то из него ходят и крылатые слова и выражения. Причем очень часто входят как раз в том виде, в каком они впервые были представлены. Потом могут появляться новые переводы. Старые вроде бы по перечисленным выше моментам, устарелость там языка и прочее, могут из активного употребления выйти. Но вот эти крылатые слова, ну или как сейчас принято говорить, мемы, они-то в культуре остаются. И тут я бы еще раз вместе с Анной Александровной хотел бы вспомнить относящееся тоже к 60-м годам замечание уже упомянутого Юрия Давидовича. Вот как мы видим, он и писал, что современные русские читатели читают классиков в новых переводах, но остались цитаты из переводов Вейнберга, остались из переводов Островского, остались из переводов Полевого, Дружинина, Вейнберга.
Ну, знаменитая из Данте могу добавить, «Оставь надежду всяк в себя входящий», тоже из достаточно старого перевода, немножко перефразированный Мин. Так вот, говорит, тут и возникает вопрос, но мы же не можем, переиздавая эти произведения, заменять их новыми переводами, хотя старые никому не известны. И вот тут возникает, как заметил Левин, вопрос, а что такое русский Гамлет, русский Фауст, ну, добавим русский Данте и так далее. Ну и как заметил Левин, ответить на эти вопросы нелегко, но это еще не основание, чтобы от них отмахиваться. И вот, коллеги, я думаю, как раз этими словами и можно завершить вот очень такой предварительный разговор. Вопрос о том, применимы ли практики к художественному переводу и к теории перевода понятие прогресса, в чем состоит вот специфика этого понятия, и может ли оно использоваться по отношению к художественному переводу в целом. Однозначного решения мы, естественно, с коллегой не предлагаем, да и вряд ли его когда-нибудь удастся предложить. А вот основанием для дальнейшего развития переводоведения, мне думается, размышления на эту тему заслуживают. Большое спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я надеюсь, я не перебрал со временем. Нет, нет, все нормально, все хорошо, Георгий Тимофеевич. Спасибо большое. Спасибо за очень интересный, очень Спасибо содержательный большое, доклад, коллеги. обогащающий нас. Спасибо большое. Да, и у нас остался еще один доклад. Да, Так, я спасибо тогда, большое, наверное, да, Георгий выключаю Таймуразович. презентацию. Спасибо, спасибо, Да. спасибо. Да, у нас Я остался... объявлю. Спасибо, я объявлю. Ну, объявляйте, если хотите. Хорошо. Да. Пожалуйста, объявляйте. И у нас остался заключительный доклад Солнышкина Марина Ивановна. Определение уровня сложности текстов, современное состояние проблемы. Профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, руководитель НИЛ «Текстовая аналитика» Казанского федерального государственного университета. Ее исследовательские интересы включают проблематику сложности восприятия учебного и переводного текста, межкультурной коммуникации, лексикографии и так далее. Спасибо большое. Ага, Марина Ивановна, вы уже показали свою презентацию. Спасибо, мы ее видим, отлично. И мы даем вам слово. Добрый день, коллеги. Слышно, да, меня? То есть микрофон включен? Спасибо. Во-первых, как всегда, проблемы с языком, да, с переключением кодов, потому что я думаю, что это будет интересно услышать. Probably Philip is here. Because until this morning, I was not sure whether I would speak Russian or English, whether I would present English or Russian, and I was absolutely sure that it is absolutely the same for me, okay? And when Svetlana told me, Marina, we agreed on Russian, I thought that was the same, but then I signed with relief. Все-таки русский родной, никуда не денешься, но и презентация у меня на самом деле билингвальная, и, наверное, это тоже сейчас стоит оговорить, потому что я таким образом добавляю вам когнитивные сложности к восприятию моего материала. И слайдов 55, но будет очень много картинок, поэтому, наверное, за это тоже просить прощения, Галина Георгиевна. Вот ваше выступление, оно еще раз заставило меня задуматься, не формирую ли я свои презентации, не добавляю я к клиповому мышлению. Но информации очень много, поделиться нужно и хочется, а времени мало. Поэтому простите, пожалуйста, и мы, конечно, готовы, и я отдельно готова к сотрудничеству, к коллаборации, к обсуждению. И, конечно, жаль, что мы опять в онлайне, и, конечно, жаль, что нельзя во время кофе-брейка или просто во время перерыва подойти и поговорить, потому что исключительно интересные доклады, и, конечно, их нужно обсуждать еще отдельно и долго. Итак, определение сложности текстов, современное состояние проблемы, и представляю я не только Казанский федеральный университет, но и нашу
НИЛ, текстовая аналитика, которая занимается двумя сторонами одной и той же проблемы. То есть мы изучаем сложность текстов, и мы изучаем сложность восприятия текстов отдельными читателями. То есть фактически это одна и та же проблема, но с двух сторон. И говорить сегодня я буду очень коротко о проблеме, буду говорить о существующих подходах, преимущественно о двух основных, которые сейчас существуют, и о том, как мы решаем эту проблему у нас в лаборатории. Итак, проблема. Проблема, вот она здесь. Проблема в том, что наши дети и мы сами читаем мало. Проблема в том, что мы очень много сейчас читаем в онлайне. Видна моя презентация, да, и мой курсор. Мы преимущественно отказались, к сожалению, от художественной литературы. Не больше 30% в 2018 году наших подростков читало художественную литературу. Чтение журналов снизилось с 60 до 30%. Слайд достаточно, наверное, известен, и это серьезные исследования, проводимые Европой при подготовке к ПИЗе. Еще одно достаточно удручающее мероприятие или результаты мероприятия – это ПИЗа и результаты наших школьников, которые оказались ниже, чем средние в мире. Вот здесь они показаны еще раз для убедительности. И состояние современной науки, парадигма отечественная и зарубежная показывает, что чтение само по себе крайне важно не только для развития духовной культуры, но прежде всего отражается и на нашем здоровье, на социоэкономических факторах, состоянии страны, и даже на продолжительности жизни. Поэтому, собственно, именно поэтому начали проводить эти международные тестирования и чтения, и ПИЗа, и ПИРЛС, и несколько других еще. И отражается это в первую очередь и на вкладе в нашей страны в общее мировое развитие. Видим, вклад России совсем невелик, вот он здесь, к сожалению. Это связано с тем, как мы стали плохо читать. И в нашей лаборатории мы в качестве одной из причин рассматриваем читабельность или нечитабельность книг, которые мы предлагаем нашим школьникам, в частности подросткам, когда формируется вот этот интерес и вкус к хорошему чтению. Соответствуют ли те книги, те журналы, которые мы им предлагаем, их когнитивным и лингвистическим способностям? Достаточно ли мы их развиваем? Не мотивируем ли мы? Итак, какие существуют подходы для того, чтобы определить сложность текста и сложность восприятия текста? Один из основных подходов связывает вот эти два понятия: восприятие, text comprehension, и сложность текста. Сама сложность текста, характеризуемая как уровень сложности или трудность, которую испытывает читатель при восприятии текста, делится как аддитивная некая категория, делится на три фактора. Во-первых, это количественные характеристики, качественные характеристики и параметры или характеристики самого читателя. То есть, если мы говорим о количественных характеристиках, мы можем говорить текст более или менее сложный в зависимости от его длины, то есть количество слов, количество абзацев. Можно рассчитывать присутствие различных частей речи и так далее. Мы можем говорить о качественных параметрах. В данном случае в первую очередь следует говорить о когнитивной нагруженности. Да, то есть вот, допустим, презентация у Георгия Таймуразовича содержала 12 слайдов, а моя будет 55 содержать. Но вот количественные параметры здесь совсем не определяют когнитивной нагруженности. Да? То есть текст может быть достаточно коротким, но когнитивно сложным и наоборот. Вот. И, конечно, при оценке сложности мы должны оценивать факторы или характеристики самого читателя. Для одного будет сложным, для другого может оказаться очень простым. То есть фактически мы говорим о вот такой матрице, когда текст может быть когнитивно сложным и лингвистически сложным, или в одной из этих позиций когнитивно простым, но лингвистически сложным, и наоборот. Ну, например, известный
тексты. Я позволю себе, опять-таки, из ограниченности во времени не читать их. Я думаю, что все мы с ними, или многие из нас, по крайней мере, достаточно хорошо с ними знакомы, про Билла и про Беллу. Это еще один тип текстов, о которых можно говорить долго. Ну и для сравнения еще вот один слайд тоже для сравнения когнитивной нагрузки и лингвистической нагрузки и возможности оценки и того, и другого существующими в настоящее время методами. А вот этот текст я бы хотела, чтобы мы с вами прочли, и понятно, поскольку обратной связи у меня нет, и могут отвечать мне только пленарщики, которые, конечно, не математики и, конечно, не геометры, вот, но все-таки, коллеги, вот какой из этих текстов сложнее для восприятия, а какой из них проще? Синий с левой стороны или зеленый с правой стороны? На мой взгляд, одинаково. Ну вот, Другое понятно. но Наверное, все-таки синий, да? Наверное, все-таки синий. синий сложнее, конечно. Синий, конечно, сложнее, но это исследования подтверждают. Вот я показывала в самом начале презентации фотографии. Это для детей, это учебник геометрии. Да, это учебник, да, это учебник. 10-11 класс уже, по-моему, конечно, это не совсем дети. Да. Сложнее намного. Ну, наверное, да, это нужно очень тщательно рассчитывать, да. Вот, но я показывала, когда фотографии нашей лаборатории, то есть мы проводим в том числе и исследования в полях, что называется, да, то есть когда дети читают наши учебники и либо пересказывают, либо отвечают на вопросы для оценки именно восприятия, то есть когнитивной сложности текстов. И следующая характеристика – это характеристика читателя. То есть каким образом мы можем оценивать подготовленность или неподготовленность читателя к восприятию того или иного текста. Вот это один из перечней того, что, чем или какими навыками и чем должен обладать читатель для того, чтобы текст был воспринят. Как видим, на первом месте это все-таки язык и навыки восприятия, то есть literacy skills, в данном случае навыки чтения. Еще одно исследование, которое было опубликовано в 2019 году, которое, впрочем, соответствует современной парадигме, утверждает, что для восприятия текста в первую очередь важны словарный запас и общая осведомленность, vocabulary and background knowledge. Вот таким образом оценивают сейчас ученые готовность читателя к восприятию информации. Итак, подходы, каким же образом можно оценивать сложность текста и каким образом сложность текста и читательский адрес можно ранжировать или коррелировать, каким образом можно привязывать текст к определенному читателю. Одним из решений является это указание на класс обучения или на год обучения, то есть сколько лет формального обучения школьник провел в школе. И именно этому, то есть это квантитативный подход, да, именно вот такой подход использован в частности в текст-инспекторе, я думаю, что с ним тоже очень многие из наших слушателей готовы, когда мы загружаем текст на сайт, на веб-сервер. Вот опять я выбрала тот же самый примитивный текст из Билла для нас, для учителей. Повторюсь, совсем примитивный, но профайлер позволяет нам его ранжировать, загружаем, и он нам выдает. Он нам выдает информацию, ту количественную, о которой я говорила, опять количество предложений, количество неповторяющихся слов, количество неповторяющихся, количество повторяющих слов и так далее. И оценивает в годах обучения. То есть для носителя английского языка нужно проучиться в школе 2 года, чтобы этот текст воспринять. И очевидно здесь ограничения такой оценки, они абсолютно очевидны и видны. Конечно, всех скрытых смыслов вот этот количественный подсчет нам не даст. Аналогичные ограниченности имеются и вот эти в определенной степени шутливые ранжирования текстов по уровню читабельности, которые ориентированы только исключительно на длину предложения и на длину слова.
Я думаю, что всем известна в том числе и оценка речей президентов американских. Исследователи считают, что уровень их читабельности снижается с года, вот, по крайней мере, за 2 века. Да, то есть это тоже не очень хороший, наверное, знак, но можно ли его настолько прямолинейно интерпретировать, не знаю. Говорить об этом, наверное, нужно отдельно. При помощи такого метода мы оценивали, при помощи текст-инспектора и Cometrics, вот видите, WebEx здесь справа еще указан, мы оценивали некоторые наши учебники по английскому языку, и это я тоже представляла и в 2018 году, и позднее, об этом говорить не буду, но можно ли, вот вновь вернусь к этому вопросу, можно ли столь прямолинейно оценивать качество текстов, которые предлагаются в учебнике, на основании только количественных параметров. И еще об одном исследовании, о количественном опять расскажу, которое мы проводим в нашей лаборатории, провели уже в нашей лаборатории. Во-первых, мы разработали формулу читабельности учебных текстов на русском языке. Она хорошо апробирована и работает, но также ограничена. Мы разработали, создали, и на сайте нашего университета размещен веб-сервер или профайлер, да, для автоматического анализа русских текстов. Он называется Rulingva. Вот таким вот образом он выглядит, абсолютно бесплатно. Мы загружаем текст. Вот в данном случае мы загружали текст учебника по обществознанию. И это чистеречная разметка, представлена, видите, различными цветами, да, существительное, глаголы, прилагательное, это тоже для исследовательских целей очень важно. А вот из всего перечня параметров, которые здесь представлены, я бы хотела только обратить внимание на один под номером 19, да, индекс флэша Кинкейда, который в данном случае показывает, что читабельность этого текста соответствует, ну, почти 8 классу, да, между 7 и 8 классом. Текст на самом деле был 6 класса. И еще об одном анализе, очень коротко я хотела бы сказать. Мы работали над типологическими параметрами отдельных типов текстов. То есть в данном случае мы сравнивали тексты ОГ и тексты ПЭТ на английском языке. Было собрано более 40 текстов и того, и другого типа, и вот в данном случае мы сравнивали длину предложения. Очевидно, что средняя длина предложений в текстах ОГ длиннее, то есть больше, да, чем в текстах ПЭТ. А средняя длина слова в текстах ОГ оказалась тоже выше, и читабельность по флэшу Кинкейда. То есть в целом тексты ОГ на английском языке сложнее для восприятия, чем тексты ПЭТ. Если, повторюсь, мы учитываем только вот эти 2 параметра. Длина предложения, длина слова. Каковы же другие способы для оценки сложности восприятия? Если мы говорим, что количественные недостаточно. Еще один предлагаемый и принимаемый практически во всем мире – это лексический способ. В исследовании, которое провели уже, я показывала аналогичный слайд, да, Флетчер, Кулес и Дэвид Франсис и Марсия Барнес в 2019 году, они исследовали влияние различных параметров, в том числе и характеристик читателя и параметров текста на уровень восприятия. И вывод очень важный был сделан – это знание словарного запаса, вернее, имеющийся словарный запас и общая осведомленность имеют основное преимущественное значение для объема воспринимаемой информации в тексте. То есть в соответствии с этой парадигмой делается что? Оценивается, во-первых, словарный состав книги и словарный запас школьника. Как видим, словарный запас школьника должен быть выше всегда, чем словарный состав книги, для того, чтобы можно было прогнозировать очень хорошее, высокое понимание текста.
Как видим, здесь стопроцентной корреляции быть не может, потому что лексика – это все-таки один из параметров текста. Там есть еще и синтаксис, там есть еще и морфологические могут быть сложности в синтетических языках, и много других параметров, которые также будут влиять. Сам алгоритм стоит в том, чтобы осуществить так называемый book leveling, да, то есть каждой книге, и художественной, и учебной, и аудиокниги, присвоить определенный код в соответствии с словарным составом этого источника и скоррелировать на школьника, на читателя. Да, и что мы вот в этой области делаем, или для этих целей делаем у нас в лаборатории. Во-первых, собран пока еще не очень большой учебный корпус русского языка. Мы получили и очень гордимся этим, даже авторское свидетельство на этот учебный корпус. Он постоянно пополняется для, повторюсь, для оценки сложности или для оценки читабельности текстов в этих учебниках. Аналогичные оценки мы производим и для текстов ОГЭ, и для текстов ЕГЭ. И результатов у нас уже достаточно много для того, чтобы докладывать. Вот. И еще одно исследование, наверное, последнее, о котором я бы хотела бы сказать. Мы осуществляем еще и сентимент-анализ, то есть анализ эмотивности наших учебников. Вот здесь тоже результаты одного из этих исследований. Как видим, вот учебники в начальной школе имеют преимущественно положительную коннотацию, учебники по биологии нейтральную, а вот учебники по истории и обществознанию, в данном случае здесь для сравнения расположена еще и диаграмма текстов ООН, имеют преимущественно негативную коннотацию и негативный сентимент, что тоже, конечно, требует дополнительных изучений и, наверное, очень вот такого рода выводы, наверное, важны для авторов учебников и для разработчиков экзаменов. И наши перспективы. Мы, конечно, будем продолжать изучать лексический состав учебников, мы, конечно, будем составлять глоссарии текстов учебников и развивающую литературу, которую мы, конечно, должны представлять школьникам. И на данном этапе мы работаем над созданием платформы ранжирования книг по читательскому профилю или читательскому адресу. И, конечно, мы открыты для сотрудничества. Спасибо большое. Thank you very much. Бикзур Ахмед. Спасибо большое, Марина Ивановна, спасибо за такую интересную презентацию, она очень насыщенная. Я вам уже опубликовала вопрос, можно ли поделиться вашей презентацией, потому что народ спрашивает. Спасибо. Да, спасибо. Светлана Владимировна, давайте так, у нас все, закончились доклады, да? Вообще большое спасибо. Я не знаю, как другие, но я получила огромное, просто огромное, я даже не скажу удовольствие, а наслаждение от тех гностических познавательных эмоций, которые в каждом докладе содержались. Спасибо большое. Мы закончили, как мы не тревожились. Я очень благодарю модераторов Светлану Владимировну, Веронику Валентиновну и всех присутствующих наших докладчиков и тех, кто нас слушал. Но это еще не конец, это только начало. По-моему, начало замечательное. Благодарим наших гостей зарубежных. И у нас есть какое-то время для отдыха, и переходим к нашим секциям. У нас их много. Самое главное, чтобы нас цифра не подвела, чтобы техника нас не подвела. Начало хорошее. Спасибо большое всем. И переходим к секциям. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо, дорогие коллеги. Я просто хочу еще раз напомнить, что секции начинаются в 13:30. И секционные залы будут уже открыты в 13:00. Да, Вероника Валентиновна? Да. Спасибо еще раз и вам хороших дней вот этих конференционных. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. И еще раз хочу напомнить заведующих секциями, что, пожалуйста, чтобы не приходить, если вы не можете прийти завтра выходной день, суббота, на итоговое заседание, тем более, что мы не знаем, как оно начнется, когда задержится, не задержится,
Если вы сегодня заканчиваете раньше, а другие секции позже, как обычно у нас это бывает, и приходится часами ждать, давайте тоже мы вас от этого избавим. То есть вы можете написать краткий письменный отчет, сколько людей присутствовало, сколько по заявкам было, какие доклады вы считаете. Ну, это не обязательно, мы будем, конечно, публиковать всех, потому что мы читали, рецензировали эти доклады. Пожалуйста, пришлите Марии Александровне Давыдовой, она будет собирать, и мы сделаем уже такой сборный отчет завтра в 6:30, 18:30. Еще раз спасибо всем и хороших секционных заседаний, и мастер-классов, и замечательных. Все, что у нас в программе есть, по-моему, великолепно. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. А на секции входить по той же ссылке? Или... Нет. Нет, другие Все ссылки. ссылки опубликованы в программе. Откройте программу, там для каждой секции есть Спасибо. своя ссылочка. Да? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, дорогие коллеги. Еще раз вас с праздником. И ждем вас на секции. Спасибо. Георгий Хорошо, Турбуазович, я воспользуюсь случаем сказать вам, что второй номер «Вестника», в котором ваша статья опубликована, Да. вышел, и он лежит у нас в деканате. Спасибо Если большое. хотите, Я да, в любой обязательно момент, вас... если хотите, мы перешлем, но если вы зайдете, отдадим. Да нет, я думаю, Хорошо. я на следующей Да. неделе просто заеду. Хорошо. А связаться с кем, Вероника Валентиновна, с вами или с кем? Чтобы... Ну вы Учит- просто позвоните, что вы придете, и все. Ага, прямо на Вам кафедру. удобно. Хорошо, спасибо большое. Всего самого доброго еще раз. До свидания. До свидания, коллеги. Так, мы выходим, да, уже?